Сегодня необычный формат для моего канала. Мы сделали расследование. Сразу говорю, то, что вы сейчас посмотрите, вам не понравится. Мне тоже очень не понравилось. Я был очень зол, а потом долго грустил, когда обнаружил эту историю. Мы с вами сегодня заглянем в один эпизод крупнейшей аферы, случившейся в России. Аферы, которая обошлась российским гражданам по разным оценкам от 60 до 100 миллиардов долларов. Просто чтобы понимать, о каком масштабе сумм речь. Стоимость дворца Путина, по оценке Фонда борьбы с коррупцией, 1,4 миллиарда долларов. Я говорю про воровство денег из российских банков в начале и середине десятых годов. В оппозиционной среде и в независимых медиа об этой теме мало что известно. В том числе сегодня вы узнаете, почему говорят об этом не так часто. Может показаться, что это дела давно минувших дней, но на самом деле это не так. Люди, которые держали деньги в разграбленных в то время банках, до сих пор пытаются отсудить их назад. Суды идут и сейчас. Банкиры же, укравшие миллиарды, уехали на Запад и теперь представляют себя политическими беженцами, диссидентами и убежденными борцами с режимом Владимира Путина, у которых просто отобрали бизнес из-за их убеждений. И в судах против людей, у которых они украли деньги, активно и успешно они пользуются этим своим оппозиционным прикрытием. Случаев таких не один и не два. Но сегодня мы с вами подробно изучим один из них – банкротство Пробизнесбанка. Из него украли около 1 миллиарда долларов, что, конечно, поменьше, чем стоимость дворца Путина, но масштаб сравним. Его руководство настолько далеко и нагло зашло в демонстрации из себя политических диссидентов, что ныне представляется не иначе как банкирами Навального. Хотя, будучи в России, никакой политической деятельностью они не занимались и никак с оппозицией не сотрудничали. Выставление людей, своровавших деньги клиентов банка, как жертв политического преследования в России, это личный вызов мне, как и любому, кто подвергается в России реальному преследованию по политическим мотивам. Я решил разобраться во всех деталях этой истории. Мы нашли все про деятельность этих банкиров, получили десятки тысяч документов, изучили выписки со счетов офшорных компаний, замешанных в воровстве и отмывании денег из банка. Также мы узнали все детали про то, кто и как помогал им отмывать репутацию в Европе и в Соединенных Штатах и выставлять себя не ворами, а политическими диссидентами. Давайте познакомимся с нашими героями. Это Александр Железняк и Сергей Леонтьев. До 2015 года они банкиры, более 20 лет управляющие банковской группой Life. После же отзыва лицензии у их банка они российские оппозиционеры, борцы с Путиным. Железняк вообще один из руководителей Фонда борьбы с коррупцией, а Леонтьев – крупный спонсор этого фонда. Свобода Алексею Навальному. Присоединяйтесь к нашей платформе. Да здравствует финансовая группа Life. В сегодняшнем видео мы многое узнаем о делах этих людей. Будучи председателем правления Железняк и президентом Леонтьев в Пробизнесбанке, эти люди вывели на контролируемые ими офшорные компании сотни миллионов долларов, оставили без средств клиентов своего банка, а потом уехали в Соединенные Штаты и стали там российскими гонимыми оппозиционерами. Мы при помощи обманутых клиентов банка, а также изучения открытых данных, получили из материалов дел в судах в разных странах выписки по счетам компаний, использовавшихся в схеме воровства и отмывания денег. Мы их посмотрим свидетельства, поданные в иностранные суды в защиту банкстеров, посмотрим договоры, которые заключал банк, когда еще работал, и объясним их смысл. Мы не будем в нашем расследовании опираться на решения российских судов, так как мы им не доверяем. Целый месяц мы с командой изучали все первичные документы сами, чтобы разобраться во всем самостоятельно и представить это все вам. Это неприятный ролик, вам он не понравится. Но если мы когда-либо хотим в России честной политики, мы должны о таких вещах говорить. Поэтому я его выпустил, а вы посмотрите. Наверняка вы, как и я, услышав, что Александр Железняк является одним из руководителей Фонда борьбы с коррупцией, подумали, а как такое возможно? Вы ведь наверняка ничего не слышали об Александре Железняке. Он не выступает в программе «Честное слово», не приходит в гости на другие передачи популярной политики, не дает интервью и даже нигде не присутствует на сайте международного ФБК.
но то публичная часть деятельности. Если вы зайдете в официальный отчет, поданный Фондом борьбы с коррупцией в американскую налоговую, вы увидите, что Железняк указан главным лицом, принимающим решения. ACF – это главное юридическое лицо ФБК. Именно на него приходят все пожертвования. Всего за 2022 год пожертвований пришло $2,5 миллиона. Когда на это впервые обратили мое внимание, я очень удивился. Позадавал пару вопросов в Твиттере и забыл. Но потом мне попалась статья в Financial Times, где был дан комментарий Леонида Волкова. Железняк, мол, создал филиал Фонда борьбы с коррупцией в США, а его партнер Леонтьев, про которого половина статьи написано, что он воровал деньги из российского банка, которым управлял. Так вот, тот партнер дает ФБК $20 тысяч в месяц. При этом Волков, по его собственным словам, не может гарантировать, что Железняк не крал деньги из своего банка. Однако говорит, что банкиру доверяет. Вообще, уже одно это должно было зажечь все возможные красные лампы. Как это ты не уверен, что учредитель юрлица ФБК в США не крал деньги из банка, где был председателем правления? Но статья вышла в декабре 2022 года и как-то прошла в тишине. Никто не стал изучать ситуацию. Как мы теперь знаем, зря. Недавно я решил спросить ФБКшников еще раз, что это за Железняк такой. И начался сущий кошмар. Меня обвинили в работе на СВР, Российскую службу внешней разведки. Стали на меня искать компромат и даже угрожали подачей в суд. Мы узнали, что существовала программа по дискредитации Железняка, слэш команды Навального в широком смысле слова. И одновременно с этим в русскоязычное пространство это все вбросил Алексей Венедиктов, то есть такой как бы в унисон служба внешней разведки работает с Алексеем Венедиктовым. А год спустя, потом эту тему с Железняком подхватила Russia Today, писала на эту тему, это неудивительно. Последним на эту тему абсолютно как одержимый писал и твитил Максим Кац, переходя под каждый наш твит. А кто такой Александр Железняк? А что с Александром Железняком? А кто такой Александр Железняк? Мы просто смотрим за цепочкой этой информации и понимаем, что вот у нескольких очень известных русских публичных политических спикеров и у СВР буквально одна и та же тема для исследования и для атак на ФБК. Я не буду переходить никаким громким выводом, обвинять здесь кого-то в чем-то, но я единственное, что я констатирую, это то, что я не могу найти этому невинного объяснения. То есть прям что-то вот не так. Еще я узнал, что вкладчики банка нашли свои деньги в Лихтенштейне, подали там в суд, который прямо сейчас идет, но бывший исполнительный директор ФБК Владимир Ашурков намерен свидетельствовать в том суде в пользу банкстеров против вкладчиков, мешая им вернуть свои деньги. В этом судебном решении, как вы видите, много строк скрыто. Это потому, что этот суд сейчас идет, а по лихтенштейнским правилам на публикацию решений текущих судов есть ограничения. Поэтому мы скрыли все, что не относится к нашему вопросу про Ашуркова. Я решил все-таки разобраться, что же это за Железняк такой и почему у ФБК начинает полыхать при его упоминании. Разбирались мы примерно месяц. Пришлось собрать для этой задачи целую команду. Найденные ответы повергли нас в шок. Начнем с краткого объяснения, что такое современный банк и как из него можно украсть деньги. Для специалистов этот кусок будет выглядеть банально, но ведь не все же специалисты, поэтому быстренько пробежимся по этому. Если прям совсем упрощать, банк берет ваши деньги, взаймы у вас, обещая вам заплатить процент за это. Инвестирует эти деньги от своего имени и, получив прибыль, часть ее использует для выплаты вам обещанных процентов. Например, вы принесли в банк 1 миллион рублей и положили на депозит на год с прибыльностью в 10%. Банк выдал кому-то кредит под 20% годовых. Через год получил назад 1 миллион 200 тысяч рублей, вернул вам 1 миллион 100 тысяч, а 100 тысяч заработал себе. В реальном мире, конечно, все намного сложнее.
Вы, возможно, депозит сделали на год, а кредит человеку нужен на 5, но депозитов в банке много, еще он может привлекать деньги из ЦБ, и кредитов у него тоже много, а также он может другие инвестиции тоже делать, покупать акции, недвижимости и так далее. Деятельность банков регулируется в любых государствах, потому что банк распоряжается чужими деньгами, как своими. Ну, то есть, когда он дает ваш 1 миллион рублей в кредит кому-то, он выдает не ваши деньги, а свои, и он отвечает. А вам он при этом должен. У банка есть два вида денег – собственный капитал и привлеченные средства. Привлеченные средства – это как раз вот ваш этот миллион и все другие деньги, которые в банк положили. Собственный капитал – это деньги акционеров банка. Они лежат там для страховки. Если банк плохо проинвестирует, но выдает плохих кредитов, государству важно, чтобы клиенты банка не лишились денег. Поэтому, чтобы открыть банк, акционерам нужно сначала положить собственный капитал и в случае чего взять деньги из него, чтобы вернуть вам. Если у банка дела идут плохо, например, он навыдавал кредитов, которые не возвращаются, государственный орган, в России это Центральный банк, может погрозить пальчиком, может какие-то ввести ограничения, а может и потребовать от акционеров вложить дополнительные средства в капитал. Если банк потерял очень много денег, мировая практика 80% от своего капитала, не от всех средств, которые в нем лежат, а только от своего капитала, от капитала акционеров, то тогда государство отзывает у него лицензию. То есть останавливает деятельность банка, присылает туда новое руководство, чтобы оно разобралось и решило, что делать дальше. Обанкротить банк, продать его целиком или по частям, или, что бывает крайне редко, восстановить его работоспособность. Как из современного банка можно украсть деньги? В старые времена руководство могло открыть сейф и забрать оттуда деньги. Ну и потом бах, и клиентам нечем платить. Заходишь в сейф, а там дырка в потолке, денег нет. Сегодня все иначе. Руководство может набрать депозитов, вкладов и денег на расчетные счета, а потом взять и выдать кредит офшорной компании, принадлежащей руководству. Потом эта компания отправит на личные счета руководителей деньги и обанкротится. Долг, понятное дело, никогда не вернется, и вот ваши деньги превратились в деньги руководства банка. Но если так сделать, государство, которое контролирует деятельность банков, сразу это заметит. Банк сдает ежедневный баланс с описанием, кому он должен и кто должен ему. Если там будут появляться странные офшорные компании, принадлежащие руководству, то у банка сразу же отберут лицензию, а руководителей посадят в тюрьму. Поэтому руководители банков занимались конструированием всяких сложных схем, чтобы такие махинации скрыть. А потом, когда выводили достаточно денег, новое руководство уже вернуть ничего не могло. Именно так у россиян украли по разным подсчетам от 60 до 100 миллиардов долларов. Но хватит теорий, перейдем к конкретному примеру. Утро, 12 августа 2015 года. Владелец московской фирмы по установке кондиционеров Нарцисс Григорян просыпается довольный у себя дома. Вчера вечером пришла оплата по крупному контракту. Сегодня можно отдохнуть, а завтра на пришедшие деньги нужно покупать оборудование и ехать его устанавливать к клиенту. Нарцисс открывает компьютер, чтобы зайти в личный кабинет в пробизнес-банке и провести одну из оплат, но сайт недоступен. Не читая новости, Нарцисс идет заниматься своими делами, решая вечером заехать в банк, чтобы снять наличные деньги по чеку и завтра приступить к работе. Но когда он оказывается в банке, операционист и охранник лишь посмеиваются, когда слышат его вопрос. «А вы что, не слышали? Банк разорился, лицензию отозвали, денег нет». Пробизнес-банк всегда был таким банком, удобным для бизнеса. Хороший сервис, все быстро. Банк для предпринимателей, где спокойно можно иметь расчетный счет. Пробизнес-банк. Открытие расчетного счета за час. От вас документы, от нас скорость и опыт. Подробности в Пробизнес-банке. Когда банк разорился, физические лица получили назад часть своих вкладов, так как они застрахованы в АСВ – Агентстве по страхованию вкладов. А вот предприниматели потеряли все, что у них было. Я хочу обратно свои деньги, они мои, не ваши. Еще раз. Не забирайте их у меня. Я поработаю. На них гарантии государства не распространяются. И как и в случае с Нарциссом, который вынужден был срочно искать, где взять в долг, чтобы выполнить заказ, за который пришли деньги, многие потеряли намного больше, чем у них было. Про Нарцисса сделал даже тогда репортаж телеканал «Дождь».
Предприниматель Нерсес Григорян потерял не просто личные сбережения, он едва не лишился бизнеса. После отзыва лицензии у Пробизнесбанка офис его компании по установке кондиционеров помещается в тесной квартире в Химках. В банке пропали почти 3 миллиона рублей. Уснул миллионером, а проснулся и понял, что я не заработал, а я должен миллионы. 3 миллиона рублей на его счет перевели за несколько дней до отзыва банковской лицензии. Устанавливать кондиционеры пришлось бесплатно. Теперь Нерсес представляет в суде интересы нескольких сотен таких же мелких предпринимателей. Там он пытается разобраться, насколько справедливо проходила процедура банкротства. После отзыва лицензии предпринимателям вернули только 13% от тех сумм, что лежали на их счетах. Он стал руководителем инициативной группы клиентов банка, потерявших свои деньги. С тех пор уже 9 лет он ведет борьбу за возврат средств. Первые 7 лет своей деятельности Нерсес и его группа обманутых вкладчиков боролись с АСВ. Дело в том, что именно АСВ является временным управляющим банком по закону, и оно отвечает за то, чтобы найти активы и вернуть их вкладчикам. Поэтому первое время трясти нужно было их. Группа в результате активной борьбы с АСВ смогла вернуть около 40% своих денег. Но чтобы вернуть остальное, им нужно добраться до выведенного за границу, до руководителей банка, которые сбежали с деньгами. Нерсес и его товарищи по несчастью помогли нам получить множество документов относительно произошедшей аферы. Мы с командой изучили именно первичные документы, как я уже говорил. Причем мы не смотрели показания, данные фигурантами уголовных дел, уже находящихся под арестом. И никак не опирались на решения судов. Смотрели именно вот первичные документы, чтобы понять всю схему. Итак, давайте в ней разберемся. Руководили Пробизнесбанком Александр Железняк и Сергей Леонтьев. Банковским делом они занимались с 1993 года, а банк входил в финансовую группу Life, но разбирать всю его жизнь мы тут не будем, нас интересует другое. Где-то, предположительно, в 2011 году руководство банка подумало, а почему бы не взять деньги, которые лежат в нашем банке, и не положить их себе в карман? А потом, когда вкладчики потребуют их назад, можно будет сказать: извините, ваши деньги пропали, уехать на Запад и спокойно там жить, имея безлимитное количество денег. Идея. Придумали следующую схему. Нашли сомнительного брокера под названием DMBL, Dinosaur Merchant Bank Limited. Пробизнесбанк открывает в этом DMBL счет. Дальше Пробизнесбанк вносит на свой счет в DMBL деньги. Вот платежка. $20 миллионов. Вносят чтобы они просто там лежали и приносили доход. Или чтобы ими пользоваться для осуществления международных расчетов по поручению своих клиентов. Но пока ничего страшного. DMBL имеет британскую лицензию и прям вот так вот деньги забрать себе не может. Размещение денег за границей вообще практика нормальная. До этого момента все на самом деле в порядке. Но следите за руками. DMBL этот выдает кредит на почти такую же сумму, в $19,5 миллионов, некой офшорной компании Верменда. Вот у меня трехсторонний договор между этим DMBL, Вермендой и Пробизнесбанком. В материалах дела об этом имеется отчет американской компании Dun & Bradstreet, которая ведет крупнейший в мире реестр частных компаний. Вот отчет. По нему Верменда – это компания-пустышка, которая имеет капитал в 5000 евро, имеет 2 сотрудников и не ведет никакой деятельности. Почему же DMBL решил дать кредит такой странной организации? Ведь он провел процедуру верификации, KYC она называется, Know Your Client, знай своего клиента. Он все про компанию выяснил. Собственно, мы из его показаний все про компанию и знаем. Так кто же дает кредит в $19,5 миллионов такой пустышке и зачем? А все дело в том, что Пробизнесбанк предоставил поручительство за эту компанию. Он сказал, если Верменда вам не вернет $19,5 миллионов, то их вернем вам мы, Пробизнесбанк. Красивая схема. DMBL дает деньги в долг пустышке и Верменде, оттуда они перемещаются по сложной сети офшорных сделок, которые мы позже разберем и посмотрим, в Лихтенштейн на личный счет владельца банка. Верменда долг не отдает, DMBL забирает лежащие у него деньги вкладчиков Пробизнесбанка, и все. Все довольны, кроме вкладчиков, у которых по такой схеме украли деньги. С $19,5 миллионов дело только началось.
Всего по этой схеме из банка вывели 153 миллиона 250 тысяч долларов. Чем так красива эта схема? Она не вызывает подозрений у контролирующих органов. Ведь если бы банк просто дал кредит на 153 миллиона офшору пустышки напрямую, это бы выявили на следующий же день. Но банк не давал кредит офшору. Он положил деньги на счет брокера ДМБЛ. Компании, пусть и с немного сомнительной репутацией, но с британской лицензией. Деньги там спокойно лежат, выплачиваются проценты. То, что брокер выдал кредит офшору пустышки, и то, что банк гарантирует брокеру получение этих денег после окончания срока кредита, это-то в отчете не написано. ЦБ об этом не знает. Все выглядит очень чинно и благородно, ровно до момента эвакуации руководства пробизнесбанка в Америку. Давайте подробнее остановимся на этой верменте. Я утверждаю, эта компания контролировалась руководством банка Железняком и Леонтьевым. Туда выводились средства банка, а оттуда через сложную систему отмывания ехали на личные счета руководителей. Подтверждается это следующим. Во-первых, в тексте залогового соглашения, подписанного между ДМБЛ и Пробизнесбанком, было упомянуто, что Верменда является лицом, связанным с банком. ЦБ об этом, конечно же, не сказали, но ДМБЛ сказали. Конечно, а то бы он кредит не выдал. Что бы он дал пустышке, не ведущей деятельность, кредит без такого объяснения. Во-вторых, бенефициаром Верменды, то есть юридическим владельцем компании, была некая Мария Левина. У меня в руках справка о том, что Левина владеет компанией. Эту справку она тоже подала в ДМБЛ. Мария была конечным бенефициаром еще в нескольких компаниях, в том числе в компании Greenex. И открывая счет в одном из банков Латвии, она прямо заявила, что Александр Железняк связан с Вермендой и группой других компаний. На полях заметим, что Мария Левина, давая показания следователю в качестве свидетеля, вот они, вообще заявила, что ей нужны были деньги на лекарства, и поэтому она согласилась на такую вот работу. Ей передавали 100 евро каждый раз, когда она подписывала в Москве пачку документов и пустых листов. Так и пишет. Документы я не читала, вопросов не задавала. При каждой встрече мне платили 100 евро. Но мы не доверяем российским следователям и судам, хотя это показания, которые давались как свидетельские. Но все равно, это заметка только на полях. Есть третье важное свидетельство. Деньги из Верменды уезжали в компанию Wonderworks на ее счет в Латвии. Wonderworks – это большая отмывочная, через которую много чего ездила. У нас есть выписка по ее счету в латвийском банке. Вот выписка всех операций за 4 года. И там четко видно, деньги проходили от Верменды на счет Wonderworks в Латвии, а оттуда уходили на счет этого же Wonderworks в Великобритании, в банке Morgan Stanley. Morgan Stanley закрыл счет компании Wonderworks, и она перевела деньги в Лихтенштейн на счета нескольких компаний, принадлежавших непосредственно президенту банка Леонтьеву. Тому самому Леонтьеву, который, по словам Леонида Волкова, дает ФБК 20 тысяч долларов в месяц. Откуда мы знаем, что это были счета Леонтьева? Потому что финансовая разведка Лихтенштейна их обнаружила в 2017 году. Обратилась в суд. Суд деньги заморозил и написал, откуда они. Перед вами решение Лихтенштейнского суда и его перевод на английский язык. В решении написано, что заморожены деньги, пришедшие в Лихтенштейн, именно с лондонского счета компании Wonderworks, на которые, как мы помним, они пришли с латвийского счета той же компании, на который вышли из Верменды, в которую уже вывели из Пробизнесбанка. В решении суда в Лихтенштейне прямо написано, что Леонтьев является владельцем и Wonderworks, и других компаний, где заморожены деньги. Кроме того, в Лихтенштейне еще были заморожены средства компании Holdco, зарегистрированной на островах Кука, куда в 2016 году перешли средства из того самого Wonderworks, и которая зарегистрирована на родителей Леонтьева. Мы это узнали из материалов Венского суда по гражданским делам. Агентство по страхованию вкладов пыталось в августе 2018 года отсудить там 153 миллиона евро у Сергея Леонтьева и его родителей. Еще из Верменды деньги отправляли напрямую на личный счет Александра Железняка в Швейцарии. Вот соответствующая операция в выписке. Так и написано. Александру Железняку.
И последнее доказательство. Один из латвийских банков в ноябре 2015 года решил прекратить иметь дела со всеми компаниями, связанными с пробизнес-банком. В протоколе заседания упоминаются уже известные нам компании Верменда, Амбика и Вандерворкс, а также больше десятка других офшоров. Банк принял решение не работать с ними. Это решение показывает, что латвийский банк тоже знал, что бенефициарные владельцы офшоров, которые мы упоминаем в расследовании, были связаны с пробизнес-банком. ЦБ почуяли неладное только в 2015-м. Там сменилось руководство и началась зачистка недобросовестных банков. В пробизнес-банк пришла дотошная проверка и задала руководству вопрос. Что-то там у вас сомнительные какие-то активы лежат на заграничных счетах. Они точно доступны? И тут заместитель председателя банка Александр Ломов, тоже, кстати, вице-президент ФБК в США при регистрации, отвечает. Вот у нас есть его ответ. Он говорит, активы в ДМБЛ доступны. Все в порядке, никаких проблем с ними нет. Хотя он точно знает, что проблемы есть. На тот момент банк уже их заложил под всю эту схему. В августе 2015-го ЦБ усомнился в честности Ломова и написал предписание. Он сказал про бизнес-банку, что деньги эти нельзя больше считать полноценными активами. На том банковском языке это называется обязательства ДМБЛ должны быть классифицированы как актив 4-й категории качества. Это на самом деле означает, что эти деньги в активах банка больше нельзя учитывать. И для обеспечения обязательств нужно положить на счета банка деньги или какие-то другие хорошие активы, не вызывающие сомнений в качестве. Если банк или его акционеры не могут исполнить требования ЦБ, то у банка уменьшается капитал, и ЦБ может ограничить или остановить его деятельность. Денег и активов у руководства банка не нашлось, и ЦБ, поняв, что покрыть свои обязательства банк теперь не может, отозвал у него лицензию. Безо всякой политики, если что. Просто нашли дыру в балансе и отозвали. Но об этом мы еще подробнее поговорим. После отзыва лицензии ЦБ назначает временную администрацию, другое руководство в банк, которое им начинает управлять вместо Леонтьева и Железняка. Только уже новая администрация пробизнес-банка, попробовав получить деньги назад из ДМБЛ, узнает, что вместо денег она получит ничего не стоящие обязательства офшора-пустышки Верменда. Типа, вот вам вместо денег передаем, как с прошлым руководством мы договаривались, обязательство Верменды вернуть вам 153 миллиона 750 тысяч долларов. Хе-хе-хе. До свидульки вам. Попытайтесь получить у них эти деньги. А мы все поехали в Америку. И, кстати, вы у нас банк отобрали по политическим причинам, говорит тут руководство прошлое. Потому что мы Навального поддерживали. Мы политические диссиденты теперь. Понимаю, что это все звучит просто шокирующе. Что, реально можно так вот просто стащить 153 миллиона 750 тысяч долларов из банка с официальной государственной лицензией? Ну вот да. Во всяком случае, в начале десятых годов можно было. Куда смотрел ЦБ до этого, это отдельная история. Я специально показал вам тут всю схему по первичным документам, чтобы не ссылаться на решение Российского арбитражного суда. Бывшее руководство утверждает, что суд нечестный и политически мотивированный, хотя конкретных объяснений, зачем они давали гарантии под кредиты Верменде и как потом деньги попали на их счета в Лихтенштейн, не дают. Но вот мы тут с вами посмотрели безо всякого суда по первичным документам. Деньги украдены из банка. Решение арбитражного суда тоже есть. Там все описано намного более формально и подробно. Суд изучал примерно те же документы. Никакой политической мотивации у судов не было. Об этом мы поговорим чуть позже. Поэтому, кому интересно, можно и решение арбитражного суда тоже почитать. Мы рассказали так подробно про схему с Вермендой, потому что именно она стала причиной отзыва лицензии у пробизнес-банка. И именно от нее нашлось больше всего документов, так как ДМБЛ все их предоставил в суды. Но эта схема была не единственной. Точно так же из пробизнес-банка выводили деньги в другие пустышки через российских брокеров. От этих схем осталось меньше документов, но работали они точно так же. Через них украли еще 319 миллионов долларов. Кратко пробежимся по двум крупным схемам. Ну, прям быстро. Подробнее о них у нас на сайте. Схемы были, в общем-то, такие же.
Также сначала деньги банка шли брокеру, кредит от брокера шел офшору, гарантия банка была, что если офшор не вернет, можно забрать деньги. Формально деньги числятся на балансе банка, будто они просто принадлежат ему. И ЦБ не подозревает подвох, а в реальности их уже давно нет, потому что брокер их заберет в счет выданных кредитов офшорам, когда те их не отдадут, а те не отдадут. Суммарный ущерб для банка от вывода активов через БКС и открытия с помощью офшоров Амбика и Мирианол составил 20 миллиардов 460 миллионов рублей, 319 миллионов долларов на момент прихода АСВ. Схемы начали проворачивать с 29 ноября 2012 года в случае открытия и с 29 марта 2013 года в случае с БКС. Задолго, опять же, до прихода АСВ. Подробнее и со всеми документами о них можно почитать на сайте. Была еще одна схема, которая выделялась своей наглостью. В 2015 году, когда жизнь банка явно подходила к концу, акционеры перестали стесняться и начали выводить деньги из банка еще более примитивными методами. По сути, просто переводя их себе в карман. Суммы там были меньше, зато прям сразу к руководству, ничего отмывать не надо. Сотрудник пробизнес-банка для Железняка регистрирует фирму в Германии. Вот документ, где говорится ровно это. Фирма называется Прим. Она регистрирует другую фирму, Иммогер. Дальше пробизнес-банк выдает в этот Иммогер кредит на 4 миллиона евро. Ну, то есть, понимаете, да? Председатель правления банка выдает кредит в 4 миллиона евро самому себе на свою фирму в Германии. Чтобы тихо пройти систему внутреннего контроля, которая в пробизнес-банке тоже была, для кредита этого сделали двух поручителей. Ну, то есть, если фирма Железняка типа деньги не вернет, должны отдать они, поручители. Деньги перевели, и тут сразу же банк взял и разорвал договор с поручителями. Причем, как вы думаете, кто от имени банка подписал этот разрыв договора? Железняк? Представляете, какая наглость? Железняк взял деньги клиентов банка, отправил сам себе, а потом сам же от имени банка освободил поручителей от обязанностей эти деньги отдать в случае чего. Конечно же, после банкротства Иммогер этот никаких денег не вернул. Они уехали дальше по цепочке. Насколько нам известно, в Германии по этому поводу возбуждено уголовное дело. Но нам нужно вернуться к Верменди и ДМБЛ. Потому что это, во-первых, эпизод, по которому есть больше всего документов, как я уже говорил. Во-вторых, именно он стал причиной отзыва лицензии у банка. Суд по ДМБЛ и Верменди, о котором мы уже говорили раньше, в своем решении признал, понятное дело, всю эту схему незаконной и потребовал от ДМБЛ вернуть вкладчикам пробизнес-банка выведенные через него средства. ДМБЛ отказался. Судиться с ним и руководством банка можно в Великобритании, США или в других странах. Это есть в планах у группы клиентов банка, у которых пропали деньги, но им мешает одно обстоятельство. Леонтьев и Железняк уехали из России сразу, как только банк потерял лицензию в 2015 году. Что неудивительно, описанные выше схемы тянут на длительный тюремный срок абсолютно в любой стране, независимо от того, какое в ней политическое устройство. Леонтьев, уезжая, написал сотрудникам группы Life, куда как раз входил банк и был там главным банком, вот так. Видимо, время Life в этой стране еще не пришло, поэтому я в ближайшие 50 лет буду делать Life в других частях земного шара. Ну и поехал. Дело запахло керосином для руководства банка очень быстро. Новая временная администрация обнаружила в банке дыру в 68 миллиардов 53 миллиона рублей. На то время это 1 миллиард 123 миллиона долларов. Было ясно, что история закончится уголовным делом. Уж безусловно, это было ясно тем, кто провернул все эти схемы. Для тех, кто остался, оно этим и закончилось. Но о схемах известно будет еще очень не скоро, а году эдак в 2020-м. До тех пор все это выглядит как какая-то мутная история, где миллиард долларов, конечно, куда-то пропал, но кто именно в этом виноват, непонятно. Мир сейчас у нас достаточно прозрачен, а уж в те годы правоохранительные органы всего мира сотрудничают с российскими. Так как же банкстерам отмазаться от этой возникшей у них проблемы? В голову пришла гениальная мысль. Уехав за границу, они решили строить из себя политически преследуемых диссидентов. Через 2 месяца после заморозки денег в Лихтенштейне Владимир Ашурков, исполнительный директор Фонда борьбы с коррупцией на тот момент, посетит Соединенные Штаты и напишет там аффидевит.
То есть письменные показания под присягой, которые могут быть использованы в любых судах и вообще в любых разбирательствах по таким делам. Этот документ ляжет в основу всей будущей юридической и политической защиты банкстеров в европейских судах. Там Ашурков расскажет, что банк сотрудничал с Фондом борьбы с коррупцией и с Алексеем Навальным. Этот документ будет появляться потом много где. Например, через 2 года в Польше задержат бывшего вице-президента Пробизнесбанка Ярослава Алексеева. Алексеев немедленно запросит политическое убежище и заявит, что он является свидетелем Иеговы. Ровно тогда как раз движение признали в России экстремистским, поэтому, видимо, это показалось хорошей идеей, чтобы запросить политическое убежище. Ну, потому что нельзя же выдать его в таком случае в Россию. Это, конечно, маловато было для политического убежища. И была вторая линия обороны – политическое преследование. Вдруг оказалось, что Пробизнесбанк, где работал Алексеев, очень тесно сотрудничал с Алексеем Навальным. Тут-то и пригодился афидевит Ашуркова. В решении польский суд пишет: предполагаемое сотрудничество представителей Пробизнесбанка с одним из наиболее известных российских оппозиционеров Алексеем Навальным имеет большое значение для судебного разбирательства, поскольку возникают опасения в том, что данное разбирательство в отношении Ярослава Алексеева представляет собой форму репрессий, направленных на предотвращение такого сотрудничества. Это только начало. Забегая вперед, скажу, что когда речь пойдет о судах за найденные и замороженные миллиарды, выведенные из банка, президент банка Леонтьев вообще станет чуть ли не правой рукой Навального, будет давать германоязычным СМИ интервью о своей политической борьбе, и иначе как банкир Навального представлен не будет. А Владимир Ашурков вплоть до 2024 года вызывается на суды против клиентов как свидетель банкстеров. Но это все позже. Почему банкстерам так важно говорить, что дело именно политическое? Потому что в таком случае иностранные суды вообще не рассматривают дело по существу. Они не изучают, были ли украдены деньги из банка и надо ли их вернуть владельцам. Они говорят: дело политическое, банк отобрали, потому что владелец поддерживал оппозицию, а значит, все вопросы нужно адресовать государству, а не владельцам и менеджерам банка. То есть банкстер может сохранить не только свободу в такой ситуации, но и украденные деньги, если просто не дойдут до изучения судом. Этот эпизод лично меня очень задел, как я уже вначале говорил. Пользуясь именем Навального и его политической деятельностью, отмазывают прямо очень нехороших людей. И отмазывают даже не от выдачи в Россию, это еще ладно бы, а от того, чтобы вернуть деньги тем, у кого они их украли. Деньги тем, у кого они просто лежали на счету в банке и оттуда пропали. Как так можно вообще? Я утверждаю, что никакого политического преследования руководства Пробизнесбанка не было. Это очень важная часть всей истории, поэтому остановимся на ней подробнее, изучим, что же писал Ашурков в своем афидевите, а потом разберемся, почему это не соответствует реальности. Начинает он с того, что является директором Фонда борьбы с коррупцией, рассказывает о Навальном и о репрессиях против него и себя. Против самого Ашуркова действительно открыли политическое уголовное дело. Дальше он рассказывает, что у ФБК планировалось сотрудничество с банком 24.ru. Он входил в группу Life, куда входил и Пробизнесбанк. Хотели, говорит Ашурков, выпускать карту Навального. Карточку Visa или MasterCard, которую вы можете себе оформить, и процент от транзакции пойдет как пожертвование в ФБК. Банк, по словам Ашуркова, изначально хорошо принял проект, однако потом он стал предметом расследования российских спецслужб. В одной из статей в СМИ Банк 24.ru назвали возможным партнером, после чего к нему якобы пришли силовики. Ну и он отказался от участия. С этого момента Ашурков прямо не пишет, но активно намекает, что банк развалился именно из-за этого эпизода. Вот как он пишет. Такой исход стал одной из неудач для Фонда борьбы с коррупцией господина Навального, что, однако, неудивительно, учитывая историю подавления политической оппозиции администрации Путина. Пока все верно. Однако дальше. Включая незаконный арест банков и активов предприятий. Компания Life, дальше пишет он, под руководством Сергея Леонтьева, Александра Железняка и Славы Солодкова пошла на политический риск, оказав помощь Фонду борьбы с коррупцией Навального.
Основываясь на своем личном опыте, а также на опыте работы с Алексеем, я могу утверждать, пишет Ашурков, что любой человек или любая компания, которые, по мнению российских властей, поддерживают оппозицию, почти гарантированно пострадают, если не окажутся под угрозой уничтожения с помощью различных средств, доступных российскому правительству. Такие действия включают незаконный арест активов, ложные обвинения в растрате, подобные тем, с которыми столкнулось руководство Лайф и ее владельцы после того, как стало известно о их намерении выпускать карту Навального. Вот так. Ложные обвинения в растрате. Как ловко мошенническая схема вывода денег вкладчиков банка превратилась в ложные обвинения в растрате. Но это мы уже обсудили. Давайте теперь разберемся с картой Навального. Действительно ли ее собирались выпускать в Пробизнесбанке или в его дочернем банке 24.ru? И действительно ли это было так опасно? 15 мая 2012 года проект «Карта Навального» анонсировали на широкую публику. 1% от суммы ваших покупок по банковской карте «Распил» от Алексея Навального перечисляются в Фонд по борьбе с коррупцией в России. Банковская карта «Распил». Плюс 1% к самоуважению. Тогда же, 15 мая, журналист перечисляет несколько банков, куда команда Навального обращалась, чтобы сделать проект. Все они отказались. В списке отказавшихся есть и Пробизнесбанк. В этот же день выходит статья в GQ, на которую Ашурков ссылается в своих показаниях. Там анонимный источник сообщает, что проект может делать один из банков группы Life, но руководство об этом может и не знать. Тогда же 15 мая вице-президент по пиар и рекламе Владислав Солодкий, который упомянут в аффидевите Ашуркова, говорит, что Пробизнесбанк и Life не имеют к этому абсолютно никакого отношения. Все, и анонс, и опровержение произошло в один день. В тот же день, опубликовано будет через 2 недели, уже сам Александр Железняк говорит, что такого проекта у банка нет. Может, на уровне исполнителей кто-то что-то на эту тему и обсуждал, но ему, как первому лицу, ничего об этом не известно. Через неделю после этого всего Алексей Навальный объявит, что Фонд борьбы с коррупцией откроет счет в Альфа-банке, и туда можно собирать пожертвования. Это не карта, конечно, но счет. И проработает он 9 лет, пока ФБК не признают экстремистской организацией. Банку за это ничего не будет. Что видно из этого описания? Похоже, что кто-то в отделе маркетинга Пробизнесбанка и группы Life решил, что это хорошая идея – сделать карточку с Навальным. На дворе май 2012 года. Путин вернулся в президентское кресло только 9 дней назад. В стране атмосфера, если не победивший Болотный, то близко к этому. Вернули выборы губернаторов, митинги проходят регулярно, и они большие. Приходят на них такие люди, как Алексей Кудрин. Уходящий президент Медведев буквально вот только недавно Сколково открывал и со Стивом Джобсом фоткался. Еще нет не только Крыма, но даже политических уголовных дел новой путинской волны пока нет ни одного. Первое из них, Болотное дело, начинает развиваться ровно в эти дни, но тогда никому и близко не кажется, что это что-то масштабное. Это я рассказал к чему. Сотрудник отдела маркетинга в то время совершенно запросто мог связаться с кем-то из команды Навального и начать делать карточку чисто по коммерческим соображениям, как много других подобных карточек. В 2012 году это не выглядит безумием, как сегодня в 2024. Но потом дело дошло до руководства, которое немедленно, в тот же день, когда о проекте стало известно, дало по рукам исполнителям и сказало, что делать такое не надо. Почему мы можем об этом уверенно заявлять? Потому что у нас есть показания председателя совета директоров того самого банка 24.ru Эдуарда Пантелеева. Этот банк входил в группу Life, и в показаниях Ашуркова утверждалось, что именно он должен выпускать карту Навального. Пантелеев свои показания дал в Праге, своему адвокату, а сейчас он живет в Лондоне. С тех пор он создал и продал банк «Точка» и продолжает заниматься банковскими проектами. Претензий к нему ни у кого нет. То есть показания он давал, будучи в безопасности и без какого-либо интереса в данном вопросе, и не российским правоохранительным органам. Так что им можно доверять. Так что же пишет Пантелеев? Идея выпуска кобрендинговой карты с отчислением части комиссии банка Фонду борьбы с коррупцией не являлась идеей Леонтьева и была отвергнута, пишет он, лично мной в связи с непрофильностью для банка и неприемлемостью поддержки политических взглядов любой направленности, поскольку это противоречит интересам клиентов и акционеров банка, заинтересованных в его прибыльности. По моему мнению, пишет он, политика не должна иметь отношения к бизнесу.
То есть лично руководитель банка 24.ru заявляет, что он, а вовсе не ФСБ и ни по какому ни по звонку сверху, без давления, он сам по бизнес-соображениям отказался от проекта. Это полностью противоречит заявлению Ашуркова в афидевите. Напомню, он про это пишет так. Слава сообщил мне, что у Life не было другого выбора, кроме как остановить проект или подвергнуть активы своих акционеров и клиентов риску ареста со стороны государства. Вечером того же дня Life выступила с публичным опровержением своего участия в проекте по выпуску карты под усиливающимся давлением со стороны правительства. Ашурков, конечно, подстраховался, описав разговор, а не утверждает своего имени. Но главное тут не в этом, а в том, что мы теперь знаем, никакого политического давления на банк в этом вопросе не было. Польский суд и, возможно, Лихтенштейнский тоже были введены в заблуждение. Вообще, с 2012 по 2015 год, до момента, когда банк лопнул, его руководители были вполне себе системными людьми. В январе 2014 года Александр Железняк был награжден медалью ордена за заслуги перед Отечеством второй степени. В июле 2014 Железняк вошел в экспертный совет Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, где председательствовала Ирина Яровая. 2014 год – это уже времена другие. Крым и Севастополь возвращаются в родную гавань. Навальный осужден по делу Кировлеса. И в разгаре второе дело Ивроше, по которому он сидит под домашним арестом. Представить себе, что руководитель крупного банка, имеющий какую-то связь с Навальным, будет получать от Путина медали и входить в комитеты при Государственной Думе по борьбе с коррупцией, совершенно невозможно. Ни Александр Железняк, ни Сергей Леонтьев никогда не высказывали никаких политических позиций или взглядов, пока были в России. Не делали ничего политического, кроме вот участия в Комитете Госдумы и других очень системных активностей. Александр Железняк и Сергей Леонтьев не были ни оппозиционерами, ни сторонниками оппозиции. Никакой политикой в их жизни никак не пахло до тех пор, пока им не понадобилось политическое убежище, чтобы отбиваться от обвинений в отмывании украденных ими денег из пробизнесбанка. Никаким образом не может быть, что история с выпуском карты Навального, во-первых, вообще имела что-то общее с политическим давлением, во-вторых, хоть каким-то образом повлияла на банкротство пробизнесбанка, смену его руководства и дела против Железняка и Леонтьева. Прикрывать этой историей с карточкой масштабное воровство – это просто какое-то полнейшее издевательство. Но ФБК так сделала. И это было только началом политизации наших банкиров. Теперь, когда мы разобрались, что политический мотив в деле пробизнесбанка выдуманный, давайте посмотрим, как на самом деле отзывали лицензию у банка и почему. Публичные проблемы в пробизнесбанке начались в октябре 2014 года, когда рейтинговое агентство Fitch, входящее в мировую тройку крупнейших агентств, публично сообщило, что дела у банка плохи. Агентство прям так и написало, что сомневается в том, что деньги, лежащие на Кипре, вообще можно как-то достать. На их языке профессиональном это называется ликвидность инвестиционного портфеля требует дополнительного изучения. Агентство увидело, что значительная часть ценных активов, лежащих на Кипре, никак не торгуются, и, предположительно, они заложены. Так что продать их, чтобы заплатить вкладчикам по обязательствам, нельзя. Как мы сейчас знаем, агентство было право. Проблемных денег оказалось на сумму в 42 миллиарда рублей. На тот момент это чуть больше 1 миллиарда долларов. Такое заявление серьезного агентства – это большая проблема для банка, потому что начинаются публикации в СМИ, и вкладчики начинают нервничать. Чтобы их успокоить, наш Александр Железняк, председатель правления банка, дал комментарий «Ведомостям». Он сказал, что с активами все в порядке, причем отдельно отметил, что активы не заложены. В каком-то смысле можно сказать, что даже он не совсем и соврал, потому что активы не были заложены. По факту они были давно украдены. В конце 2014 года у ЦБ появляется информатор в руководстве пробизнесбанка. Об этой истории мы знаем из статьи в Financial Times. С ним пообщалась британская журналистка и подтвердила эту историю в нескольких источниках. Опасаясь уголовного преследования, один из руководителей банка раскрыл ЦБ все схемы вывода средств и предоставил все документы.
ЦБ, который тогда активно проводил кампанию по чистке проблемных банков, занялся пробизнес-банком и начал задавать руководству очень предметные вопросы. В мае 2015 года проходит совещание в Департаменте банковского надзора ЦБ. Протокол этого совещания как раз у меня сейчас в руках. Как и многие другие документы, он есть в материалах американских судов. Мы оттуда все это и взяли, и почитали. Такое совещание – формальный способ сказать банку о претензиях в его адрес и спросить, что он собирается с ними делать. Во-первых, задаются вопросы, зачем выведены средства под видом кредита в немецкую компанию Immoger. О компании Immoger мы уже говорили в начале. Это куда вывели деньги в конце уже в наглую совсем под видом просто кредита своей организации. ЦБ заметил этот кредит на балансе банка и просит пояснить реальное направление кредитных средств. Мы не знаем, что на это ответил пробизнесбанк. Но продолжим про ЦБ. У него возникли вопросы про субординированный кредит от Амбики. Это серьезная тема, но вникать в нее детально мы не будем. Главное, ЦБ интересуется уже знакомой нам Вермендой. Просит дать информацию о связях компании с акционерами банка, подозревая схему вывода средств через нее. Также ЦБ интересуется, не заложены ли активы банка, которые лежат у брокера БКС на Кипре и брокера Открытия в Великобритании. Это другие схемы вывода, о которых подробнее на сайте. Отвечает на этот вопрос прямо президент банка Леонтьев. Он в письме прямо пишет, что активы не заложены, что является враньем. Как мы помним, активы не просто заложены, а давно украдены по схеме, которую вот выявил ЦБ. Дальше ЦБ уж совсем сильно подозревает неладное и напрямую спрашивает банк: «Друзья, а вот эти деньги, которые лежат у вас в ДМБЛ, их точно забрать можно?» На что заместитель председателя банка и будущий соучредитель ФБК Александр Ломов отвечает, что нет, деньги, мол, не заложены, доступны, и даже инвестиции эти приносят доход. Это опять вранье. Никаких денег временная администрация банка от ДМБЛ не получит. Они заложены и будут отобраны. Вместо денег временная администрация получит обязательство Верменды, которая никогда ничего обратно не выплатит. ЦБ не покупается на ответы руководства банка и перестает считать деньги ДМБЛ реальными активами. На самом деле это немного сложнее было. Там есть категории активов, но в это мы с вами глубоко вникать не будем. Упрощая, скажем, ЦБ решил, что отныне на балансе банка деньги, лежащие в ДМБЛ, больше не считаются полноценными деньгами. Потому что, может, там их и нет вовсе. Мы-то с вами знаем, что ЦБ прав, и их там нет. В результате такого решения у банка перестал сходиться баланс. На том языке это называется полностью исчез капитал, и его обязательства перед клиентами стали намного превышать реальную стоимость активов. В реальности это случилось уже давно. Деньги крали из банка уже как минимум 4 года, как мы тут показали. Но это успешно скрывали от ЦБ, или ЦБ не хотел этого видеть. Теперь баланс перестал сходиться и на бумаге тоже. А что происходит, когда на бумаге у какого-то банка не сходится баланс? Ну, то есть исчезает капитал, и он оказывается должен вкладчикам, людям и организациям, которые держат в нем деньги, вклады, расчетные счета. И оказывается, что держат больше, чем у него денег есть. В таком случае у банка отзывают лицензию и присылают временную администрацию. Ровно так и сделали. Никакой политики. ЦБ выявил схему кражи денег из банка, спросил о ней руководство, ему наврали. Он это понял. Стоимость части активов была обнулена, капитал банка исчез. ЦБ обязан был отозвать лицензию и сделал это. Никакой карты Навального, никаких политических схем, ФСБ или членов санкционных списков. Просто вот так. Временная администрация пришла и обнаружила, что денег-то в банке нет. Он всем должен, оплатить нечем. Украли все. Через схемы, которые я описал раньше. Это очень важный момент в нашем повествовании. Я заявляю, дела против Сергея Леонтьева, Александра Железняка, в целом банкротство пробизнесбанка не политические. Никакой политики тут нет. Люди украли деньги из банка, вывели их в трасты и офшоры, уехали в Америку и стали их тратить на юридическую защиту через выставление себя политически преследуемыми. Именно так все было. Надо сказать, что выводом денег из банка через такие вот схемы наши герои не ограничивались. Некоторым своим особым клиентам с наличными деньгами непонятного происхождения руководители группы Life предлагали нестандартные финансовые инструменты
Например, занести им кэш непонятного происхождения прямо в мешке или чемодане, а взамен получить вексель. Вексель – это такая вот ценная бумага. О, вексель. Ну, это копия. Так-то он красивый, такой цветной. Ну, по факту это долговое обязательство. Обязуются отдать деньги в такой-то срок. Если деньги не отдать, то в теории что-то там может суд присудить. Но эти векселя выписывали не лично банкстеры, а фирмы-пустышки на Кипре или холдинговая компания Life, которая не банк. Странные бизнесмены зачем-то меняли на такие бумажки огромные деньги. И, конечно, после эвакуации наших героев в Америку, вместо выплаты по векселям они получили с маслом хрен. Два самых крупных держателя таких ценных бумаг, в кавычках, даже пошли в американский суд, и там попробовали судиться. На что американский суд логично ответил: идите и получайте свои деньги от тех фирм, которые вексель вам выписали, а совсем не от людей, которые владели банком, от них отстаньте. Мы в американском суде, ответил суд, обязать их отдать вам деньги не можем, мало ли что они там вам в Москве устно наговорили. Очень пострадали от этой схемы владельцы автосалонов «Авилон», «Авагумян» и «Варшавский». В американском деле этих векселей на большое очень количество миллионов долларов. Видимо, есть и еще, которые там в деле не лежат. Ходят разговоры, что таким образом хранился общак Генпрокуратуры, потому что в американском суде вдруг всплыл вексель, который дан на имя дочери заместителя генпрокурора. Чем важна эта история? Она нам показывает, насколько вмонтированными в систему были Железняк и Леонтьев. Им доверяли свои деньги такие люди, как зам генпрокурора. Причем фактически под честное слово доверяли. Из статьи ФТ мы знаем, что на ЦБ оказывалось давление, когда он начал расследование против Пробизнесбанка. Причем давление на высоком уровне. То есть у Железняка и Леонтьева была хорошая крыша, которая, впрочем, не помогла им против Набиуллиной, которая чистила банки по согласованию с Путиным. Все это также говорит о том, что никакой политической подоплеки, уж тем более преследования оппозиционеров, у этого дела быть не могло. Не держат у оппозиционных банкиров деньги дочери заместителя генпрокурора. И за оппозиционных банкиров силовики не давят на ЦБ. Деньги из Пробизнесбанка путешествовали по миру. Часть из них была заморожена на островах Кука, часть в Лихтенштейне, часть хотели завести в траст на Гибралтаре, но открыть его там не дали. Эпизод с Гибралтаром попал аж в годовой отчет ФАТФ, межправительственной организации по борьбе с отмыванием денег. В отчете написано, что президент Российского банка, речь о Леонтьеве, который утверждал, что хочет положить деньги в траст, заработанные на торговле акциями, захотел открыть на Гибралтаре траст, вложить в него много денег. Профильная гибралтарская организация не смогла верифицировать источник денег. После проверки оказалось, дальше перевожу с английского, что он и председатель банка предположительно присвоили 27 миллиардов рублей за счет кредитов подставным компаниям под гарантией банка, которые никогда не будут погашены. Деньги отмывали через трасты острова Кук, Сант-Китс и Невис и Кайманы, а также счета в Лихтенштейне. Расследование продолжается, оба менеджера банка скрываются от правосудия, несколько человек были арестованы, 2 осуждены. Самая большая сумма была заморожена в Лихтенштейне – 116 миллионов долларов по этому отчету. Financial Intelligence Unit – это сеть государственных организаций в Европе, занимающихся борьбой с отмыванием денег, сообщила, что это деньги Пробизнесбанка. Об этом написано в решении о заморозке денег от 18 мая 2017 года. Оно у нас есть. Замороженные деньги принадлежат компаниям, которыми владеет Сергей Леонтьев. Это также написано в решении Лихтенштейнского суда, мы об этом уже говорили, и это, главное, никто не отрицает, с этим никто не спорит. Ну, казалось бы, теперь деньги нужно забрать и вернуть клиентам. Но не тут-то было. I'm currently being politically prosecuted by the Putin regime and the Russian government based on my association with Alexei Navalny, the leader of the pro-democracy opposition movement in Russia. Оказалось, что наши друзья-банкстеры – российские диссиденты. Их преследуют по политическим убеждениям. И за их взгляды, за помощь Алексею Навальному, бизнес-то у них отобрали почти как у Ходорковского. Преследование против них почти такое же, как против Магнитского. Оказалось, это не просто так. Потрачено на создание такой версии много денег и сил. Когда в Лихтенштейне запахло жареным,
Банкстеры не только получили поддержку исполнительного директора ФБК, о которой мы уже поговорили, но и начали лоббировать свои интересы в американском Конгрессе и в других американских органах. Давайте взглянем немного на то, как работает в США подобный лоббизм. Это отмывание репутации, то есть для человека с проблемами с законом формируется юридическая и медийная стратегия, чтобы в новой юрисдикции он стал белым и пушистым. В 2016 году Леонтьев начинает усилия по лоббированию в Конгрессе. Информация о лоббировании в США публична, поэтому мы можем внимательно на нее посмотреть. Что же мы видим, зайдя на профильный сайт? Сергей Леонтьев зарегистрировался как заказчик лоббистских услуг в 2016 году. В 2016 его интересы лоббировали в Госдепе на тему банков и международных отношений, в 2017 в Министерстве юстиции и Госдепе, а в 2018 уже в ФБР и Госдепе. Оказывается, в ФБР тоже можно лоббировать. В 2018 году Леонтьев перерегистрируется, и теперь он выступает как компания под названием Grid Market Research. Компания эта тоже занимается заказом лоббистских услуг и делает это до сих пор. Grid — это компания Леонтьева, которая мимикрирует под обычную американскую компанию. У нас есть одна платежка в нее из Vanderworks, компании, на которой Леонтьев выводил украденные деньги. Vanderworks перевел Grid'у $400 тысяч. Всего Леонтьев и его Grid Marketing потратили на лоббирование $2 612 300. Нехило, да? Как работа нашего канала больше, чем за 2 года. Как именно происходит лоббирование? Точно мы не знаем. Ну вот пример. Grid сделал пожертвование в Atlantic Council. Это один из экспертных центров в Америке. Размер пожертвования был от 50 до 100 тысяч долларов, что отмечено в отчете организации. И вдруг в том же 2018 году в статье этого Atlantic Council находится материал с уже знакомой нам методичкой. Там как бы экспертный обзор того, как Россия использует судебную систему США в своих целях. И как пример показан, конечно, Железняк и Леонтьев, у которых, как вы уже догадались, несправедливо отобрали банк. В статье опять упоминается дело Магнитского и даже сообщается, что адвокат, находящийся под санкциями, гонится за нашими банкстерами в США. В результате лоббирования, как мы думаем, хотя, может, и по собственной инициативе, как минимум 3 конгрессмена отправляют письма послу Лихтенштейна и как минимум 1 послу Швейцарии. В письмах все та же знакомая история. Российское государство преследует политических диссидентов, пострадавших за антикоррупционную активность, нагло пользуется судебной системой развитых западных стран. Обратите, мол, внимание. Выделяются из всех письмо конгрессмена Стива Коэна. Его письмо особенно подробно описывает, как Российская Федерация пытается экспроприировать активы у диссидентов. Заверяет он, что судебная система Лихтенштейна не одна в ее борьбе в такой ситуации. Письмо написано в 2020 году. Конгрессмен Коэн много и часто общается с руководством ФБК. В частности, он встречался с ними в ноябре 2021 и в апреле 2022 года, а также заслушивал их 19 мая 2022 года. Are you still Mr. Navalny's vice president of his anti-corruption group? Yes, not still. This is my new position, actually. Oh, it's your new position. I got you. А 16 мая он вышел с инициативой к президенту Байдену с тем, что нужно внести под санкции АСВ, Российское агентство по страхованию вкладов. Агентство это совсем не ангел, конечно, но оно отсуживает украденные в России деньги и возвращает их вкладчикам. Оно представляет временную администрацию банка. Агентство это коррумпированное. Оно предоставляло разнообразные услуги проворовавшимся банкирам за взятки. Например, известно, что предлагало отказаться от преследования их за границей. Это совсем не собрание честных людей. Но как-то странно, что они первые в очереди на санкции оказались. Это не Уралвагонзавод, это агентство, отсуживающее деньги у жуликов. Однако инициатива эта вышла и под санкции агентство попало. Это тут мы с вами немного погрузились в мир больших денег. Что можно сделать в этом мире, если украсть миллиард или несколько сотен миллионов из банка? Вот оказывается, что можно. Интересно, что когда я написал об этом всем в Твиттер, бывшая вице-президентка ФБК Анна Ведута, которая получила от ФБК $170 тысяч за услуги лоббирования, сказала, что она подаст на меня в суд, а мои заявления лягут на стол к конгрессмену.
и в целом угрожала разнообразными проблемами. Ну что ж, я с нетерпением жду иска. Пока Леонтьеву и Железняку удается во всех судах избежать рассмотрения дела по существу. Они добиваются отказа даже рассматривать что-либо из-за политической мотивированности. В Лихтенштейне нанят очень дорогой адвокат Зигберт Ламперт. Это очень крутой адвокат, который был судьей Конституционного суда Лихтенштейна с 2005 по 2014, а в 2020 году работал заместителем министра юстиции. В германоязычных СМИ начинается медийная кампания на ту же тему. Леонтьев – жертва политических репрессий, примерно как Магнитский, Ходорковский и Навальный. В главной лихтенштейнской газете публикуется интервью с адвокатом. Все с тем же посылом. Банкира Навального преследуют, как Ходорковского и Магнитского. 116 миллионов долларов ему, пожалуйста, оставьте. Дело политическое. Это в статье не пишут, имеют в виду. Меня больше всего выбесил вот этот телерепортаж. Алексей Навальный, критик Владимира Путина. Отравленный кругами, близкими к Кремлю, он несколько недель боролся за свою жизнь в берлинской клинике Шарите. Одним из тех, кто поддержал Навального, был банкир Сергей Леонтьев. Он оказывал Навальному финансовую помощь. В 2019 году Совет Европы принял резолюцию в связи со смертью Магнитского. Государства призваны отказаться от сотрудничества по любому политически мотивированному уголовному преследованию, связанному с делом Магнитского. Это должно распространяться и на банкира Навального, и на его соратников, считает его адвокат. В данном случае имеются веские основания полагать, что в основе суда над Леонтьевым лежит политическая мотивация, и поэтому этот процесс должен быть прекращен. Меня лично вот этот момент особенно бесит в этой истории. Сергей Магнитский выявил схему воровства денег из российского бюджета и умер в СИЗО. Алексей Навальный был главным оппозиционным политиком много лет и умер в тюрьме. У Михаила Ходорковского действительно отобрали ЮКОС, и сам он просидел в тюрьме 10 лет, к счастью, вышел здоровым. Как можно так цинично пользоваться этими кейсами для юридической защиты проворовавшихся банкиров? Причем даже не защищая их от выдачи в Россию, а отмазывая от претензий клиентов банка, которые нашли свои деньги и хотят их вернуть. Что же решали на эту тему иностранные суды? Посмотрим на пример Лихтенштейна. Там было открыто уголовное дело, и 2 года собирались доказательства. Мы это дело прочитали. Там очень подробно описано, как именно отмытые деньги собирались на счетах компании Wonderworks. Из дела понятно, что заморожены именно деньги, выведенные из Пробизнесбанка. Однако суд это дело закрыл по 2 причинам. Во-первых, истцом была АСВ, как временный управляющий банком, а АСВ попал под санкции. Если бы делу дали ход, то по факту получилось бы, что подсанкционная организация будет исполнять в Лихтенштейне функции прокурора. Это посчитали неприемлемым. Этот аргумент не будет работать в суде в Лихтенштейне, где истец клиент банка. Такой суд идет прямо сейчас за замороженные 116 миллионов долларов. Во-вторых, суд в Лихтенштейне ссылается на решение того самого польского суда, отказавшего в экстрадиции, и постановляет, что дело это политическое. При этом польский суд, который рассматривал дело об экстрадиции, ничего такого не решал. Он довольно осторожен в своих формулировках и замечает, что проводимое разбирательство лишь могло носить политический характер, поскольку его целью могло быть доведение до банкротства, а затем поглощение частного банка государством. Суд также утверждает, что с учетом собранных доказательств и показаний свидетелей, включая и Ашуркова, который говорит о связях банкира с Алексеем Навальным, должны возникнуть обоснованные сомнения относительно цели уголовного преследования в отношении Алексея. Лихтенштейнский же суд пишет совершенно иначе. Якобы польский суд не оставляет сомнений в том, что производство по делу о банкротстве Пробизнесбанка было политически мотивировано. Большая разница. Именно эта, якобы политическая мотивированность дела, позволяет банкирам избегать ответственности перед европейским правосудием и сохранять украденные из банка деньги. Мы намерены наше расследование отправить всем обманувшимся СМИ и политикам для того, чтобы добиться таки рассмотрения дела по существу. Аргумент о том, что оно политически мотивированное, должен быть снят,
Потому что это не так. И тогда суд уже будет разбираться в сути схем, которые мы тут описали. По заявлению Леонида Волкова для статьи в Financial Times, Леонтьев платил ФБК $240 тысяч в год. Мы не смогли найти эти пожертвования в официальных платежах, декларируемых американским юрлицом. Не знаем, в какой форме ФБК их получала. Вообще, в финансах ФБК разобраться непросто. До 2021 года, пока Навальный был на свободе и доступен, ФБК публиковали ежегодно очень простой и понятный финансовый отчет. Вот так он выглядел. Там, конечно, не было никаких фамилий, однако было очень понятно, сколько денег организация получает и сколько тратит. После того, как Алексей попал в тюрьму, такие отчеты выходить перестали, и информацию теперь приходится пытаться собирать из официальных документов, которые некоммерческая организация в США и Европе обязана подавать и публиковать по закону. Может быть, они получали от Леонтьева и больше денег, мы точно не знаем. Но точно можем сказать, что не меньше, чем сказал Волков. Александр Железняк, председатель правления Пробизнесбанка, был учредителем юрлица ФБК в США и с тех пор до настоящего времени является его казначеем. ФБК имеет целую сеть юрлиц в разных штатах, и везде Железняк либо вице-президент, либо казначей, либо просто отмечен как лицо, принимающее решения. Главное юрлицо ФБК зарегистрировано вот по этому адресу, штат Массачусетс. Это особняк Железняка, купленный за $4 400 000 в 2016 году. Свидетельства Владимира Ашуркова от 2017 года и решение польского суда легли в основу всей стратегии защиты Железняка и Леонтьева и активно ими используются в судах против клиентов банка. Например, в идущий сейчас суд в Лихтенштейне Ашурков уже заявлен как свидетель со стороны Леонтьева, как я уже говорил в самом начале. Там он должен свидетельствовать о том, что дело политическое, рассказав, как в Пробизнесбанке собирались выпускать карту Навального. Этот суд проходит без участия каких-либо государств. Один из крупных клиентов банка просто сам подал в Лихтенштейнский суд, и теперь там идет разбирательство в связи с замороженными 116 миллионами, выведенными из банка. Свидетельство на этом суде – это уже просто напрямую помощь банкстерам в сохранении денег клиентов, которые они украли из банка. Я не понимаю, как можно в таком участвовать вообще. Когда поднялся шум, некоторые ФБКшники, включая и Марию Певчих, стали публично защищать Железняка и Леонтьева и пытаться дать те или иные объяснения. Сопровождалось это оскорблениями и руганью, но я все же попробую вычленить суть и ответить на их аргументы. Начнем с первого. Он заключается в том, что Железняк, в общем-то, никакого отношения к ФБК не имеет. Он просто волонтер, который помог с регистрацией юридического лица. Вот этот Александр Железняк, который является фактически как волонтером, да, как-то помогает фонду с регистрацией юридического лица и документооборотом. Железняк помог нам с административными и техническими вопросами создания и организации такой структуры в США. Он продолжает это делать. У него нет какой-то роли в принятии решения ФБК. Он наш хороший друг, сторонник и помогает с административными и финансовыми вопросами фонда. Я горжусь, что у нас есть такой друг и соратник, побольше таких. Это вообще довольно частая и классная история, когда человек приходит как волонтер, а потом вовлекается, начинает помогать больше и деньгами, и своей работой, и своим временем. И Александр делает это очень хорошо. Документы говорят о том, что это неправда. Железняк не просто волонтер. Он по отчету в американскую налоговую, во-первых, работает в фонде 10 часов в неделю. То есть тут у нас просто прямая ложь. Во-вторых, Железняк, во всяком случае, в соответствии с последним отчетом, опубликованным в марте 2024 года, главное лицо, принимающее решение в главном юрлице, куда собираются все пожертвования ФБК. Я специально проверил, эта позиция неформальная. Во всех прочих НКО, которые я посмотрел, туда записано реальное лицо, принимающее решение. Причем даже если это лицо живет не в Соединенных Штатах. Позиция казначея подразумевает распоряжение деньгами. Как вообще можно дать такую позицию человеку, которого обвиняют в краже денег из банка? Более того, у него было право подписи документов от имени ФБК, как минимум точно в августе 2023 года.
Вот документ, подписанный Железняком как казначеем о разрешении использовать имя ФБК для другой регистрируемой организации. Как видите, принимать формальные решения от имени ФБК мог именно он. Тут нет подписи Певчих или Волкова. Также в перечне ключевых лиц ФБК в разное время значились функционеры пробизнесбанка Ломов и Квитман. А в 2021 году секретарем ФБК вообще значился тренер Леонтьева по пейнтболу Игорь Коваленко. Не шучу. Реальный тренер по пейнтболу. Конечно, можно попробовать сказать, что все эти факты между собой не связаны. Что Железняк – волонтер, записан в юрлицо чисто технический, деньги они дают по зову сердца, а тренер по пейнтболу действительно хороший секретарь. Ну а бумагу в суд ФБК пишет, потому что правда считает, что дело политическое. Ну окей, предположим, было даже так. Не заметили все это они, расследователи. Ну вот не расследовали. Но теперь-то из нашего расследования явно видно, что дело не политическое. Окей, может быть, это такие хитрые жулики, которые смогли обмануть ФБКшников. Ну, а те не стали нормально проверку проводить. Ну, дают деньги и дают. Ну, хорошо, предположим, даже согласились. Но сейчас-то, когда все стало известно, сейчас можно пойти в суд в Лихтенштейне и дать там реальные показания? Сказать, что дело не политическое? Разослать во все СМИ, которые повелись на эту историю про банкира Навального, письмо с объяснением реального положения дел? Именно так поступили бы люди, которые добросовестно заблуждались. Именно для этого я месяц в Твиттере обращался ко всем ФБКшникам с предложением ровно так и сделать. Вот, например, писал Марии Певчих. Вот подробно написал, что теперь следует сделать для того, чтобы выйти из ситуации. Вот по пунктам. Я вообще думал, что они сразу начнут исправлять это все. Уберут Железняка из руководства, перестанут сотрудничать с Леонтьевым, объявят об этом, свяжутся с группой пострадавших, обо всем этом напишут сами. Тогда это и расследование не пришлось бы выпускать. Все-таки для моего канала это совсем не профильная деятельность. Но ничего подобного сделано не было. По документам эти люди не просто волонтеры. Даже если они не принимают участие в, например, решениях о том, против кого делать расследование, или о том, кого рекомендовать вносить под санкции, они играют существенную роль в ФБК, организовывая работу их основного юрлица. И главная проблема тут в том, что включение их в руководство дает им возможность использовать репутацию Алексея Навального и ФБК для решения своих проблем с законом. Причем проблем, которые они получили заслуженно. Теперь перейдем к следующему их аргументу. Его написал Волков в Твиттере, отвечая на мои вопросы по этой теме. Прочитаем вместе пост Волкова и разберем его. Начало. Я выдохну и попробую совсем коротко. И мы в миллионный раз увидим, как простая и короткая история, в которой нет ничего сенсационного, не взлетает и оказывается никому не интересной, в отличие от хайповой лживой дряни, увы. Но тут Леонид начинает традиционно, с обвинений во лжи. Это я уже привык, он всегда так делает. Почему-то он пытается убедить читателя, что история никому не интересна. Продолжим. Итак, есть такая штука, схема АСВ, пишет Волков, и дает ссылку на статью проекта. Она заключается в следующем, пишет. В банк приходит ФСБ, а конкретно полковник Кирилл Черкалин, который курирует банковскую сферу, и говорит, что надо делиться. Крыша стоит столько-то, а не будете делиться, будет отзыв лицензии. Если банк отказывается платить, то у него отзывают лицензию, и АСВ, агентство по страхованию вкладов, назначает свою администрацию. Там есть продолжение, но разберем пока до этого момента. Действительно, существовал такой полковник Кирилл Черкалин, который крышевал банки. В подельниках у него было АСВ, и они проворачивали схемы, которые описывает тут Леонид. Вот только приходил Черкалин не в здоровые и хорошо работающие банки, а в те банки, где уже была дыра, и предлагал владельцам этих банков с ним договориться так. Он обеспечивает крышу, а банк закроет не сразу, а через небольшое время, за которое нужно успеть украсть из банка то, что еще не украли. Только деньгами этими придется делиться. Подробнее про схему АСВ мы поговорим чуть дальше, когда будем отвечать на возражения главного редактора издания «Проект» Романа Баданина. Пока продолжим с Волковым. У любого банка есть какие-то активы и какие-то обязательства. Поскольку у банка отозвана лицензия, то временная администрация начинает распродавать активы, чтобы рассчитаться по обязательствам. А попросту говоря, дербанить банк, пишет Волков. Назначенные АСВ люди продают все, что есть вкусного, за бесценок, кому нужно. В итоге такого управления суммы, полученные от реализации активов, не хватает, чтобы расплатиться по обязательствам. Это вообще какая-то глупость. Мы знаем, люди из АСВ не ангелы.
и за ними кое-что водится. Но какие такие активы пробизнесбанка распродала временная администрация? Может быть, можно перечислить? Временная администрация уже после отзыва лицензии смотрит в баланс банка и видит, есть активы такие-то. А потом оказывается, что это никакие не активы, и отдать их вкладчикам нельзя. Например, вот так они увидели кредит компании ДМБЛ, который был оформлен как обязательство этого ДМБЛ вернуть $153 миллиона кэшем. Хороший актив внешне. Кредит западному брокеру. Да вот только этого кредита на $153 миллиона на самом деле не оказалось, потому что по нераскрытому в ЦБ соглашению с ДМБЛ, этот ДМБЛ мог вместо этих $153 миллионов по своему усмотрению сказать: «А ничего я не верну вам, идите забирайте деньги с Верменды», про которую в кредитных досье про Бизнесбанка даже не было упоминаний. И вот так вот актив в виде кредита на $153 миллиона внезапно превращается в обязательство пустышки, которое ничего не стоит. Ну а Верменда кредит не отдала, деньги отправила в другие офшоры, поэтому активы временная администрация не может получить и обращается в суд, чтобы тот признал сделку притворной и на жуликов, которые ее провернули, открыл уголовные дела. Это не АСВ виновата в потере актива. И не оно распродало его за бесценок, как пишет Волков. Это оно просто обнаружило, что деньги были украдены предыдущим руководством. Или вот еще. На балансе банка было много, на сотни миллионов долларов хороших активов, которые лежали в депозитариях. А оказалось, что они не просто лежали, а были заложены под кредиты, выданные брокерами, Открытием и БКС, другим кипрским офшорам-пустышкам, Амбике и Мерианолу. Об этом мы чуть-чуть говорили в начале, а подробности об этом на сайте. Про это все ЦБ не сообщалось. Менеджмент врал открыто в ЦБ, что активы не заложены. Компании-пустышки, понятное дело, не вернули брокерам ничего, и брокеры забрали себе заложенных активов на $319 миллионов. Это тоже не АСВ продало за бесценок, как говорит Волков, а Железняк ваш, который был председателем правления банка, вывел эти деньги, украл. Только на этих примерах мы видим, как активы больше, чем на $470 миллионов, которые в банке якобы были, на самом деле были выведены, украдены задолго до появления там АСВ. К вкладчикам же и клиентам, у которых были счета, временная администрация вышла и сказала: простите, ваши деньги украли, и они теперь за них судятся. АСВ тоже не белый и не пушистый совершенно. Например, они манипулировали списком кредиторов, включали туда тех, кого там быть не должно было, попытались налом выдать деньги дочерним банкам, это потом отменил суд. Вот только огромная дыра в балансе банка возникла задолго до них, и не из-за них. Читаем дальше Волкова. Образовавшаяся дельта объявляется дырой, которую украли владельцы банка, что автоматически ведет к возбуждению в их отношении уголовных дел и к попытке арестовать уже их личное имущество. Да, банкиры часто не бедные люди. В рамках привлечения их к субсидиарной ответственности. Иногда банкиров удается арестовать, и они сидят в СИЗО, и их обдирают как липку. А иногда им удается сбежать. Тогда АСВ начинает бегать по миру и искать их имущество. От этого абзаца просто очень плохо пахнет. Он пахнет обманом аудитории, прямым враньем заинтересованного лица. От него пахнет коррупцией. Те мои зрители, кто посмотрел это видео с самого начала, понимают прекрасно. Дыра образовалась именно потому, что деньги украли владельцы банка. И арест их имуществ, субсидиарная ответственность очень даже обоснована тут. Дальше. Важно, что это именно схема, то есть таким образом были выпотрошены за последние 10-15 лет десятки банков средней руки, а преступниками объявлены сотни их руководителей. Выше я дал ссылку на совместное расследование проекта и «Медузы», где эта схема подробно рассказана. Александр Железняк был одним из тех людей, благодаря которым схема АСВ стала достоянием общественности, и в конечном счете Черкалин был арестован. У него дома нашли 12 миллиардов рублей наличными, а его партнер, замглавы АСВ Мирошников, подался в бега. Скучно, зато правда. Ничего себе скучно! К концу сообщения Железняк у нас вообще стал защитником справедливости и борцом с коррупцией. Не хватает только сравнения его с Магнитским и Навальным, чтобы четко уже пройти по методичке адвокатов из Лихтенштейна и США. Железняк говорить про эту схему стал только после ареста Черкалина. Он никакого отношения не имеет к его разоблачению. Ответ Леонида Волкова мы тут разобрали. Теперь давайте разберем ответ главного редактора издания «Проект» Романа Баданина. Проект выпустил 2 материала о воровстве из российской банковской системы. Один вышел в 2019, другой в 2020 году. Оба материала этих очень проблемные. Я уже говорил раньше, масштаб потерь от действий владельцев банков, выводивших активы, просто невероятный.
По данным ЦБ и АСВ, общая сумма требований клиентов банков-банкротов по вкладам, счетам и прочим финансовым инструментам за период с 2013 года, когда Набиуллина возглавила ЦБ, по 2018 составила 2,8 триллионов рублей. Это где деньги вкладчиков просто украли напрямую. Помимо этого, государство через ЦБ потеряло еще 1,4 триллиона рублей на санации проблемных банков. В сумме 4,2 триллиона. Это более 65 миллиардов долларов по курсу доковидного 2019 года. Еще раз хочу подчеркнуть масштаб. Это примерно в 65 раз выше, чем ущерб от залоговых аукционов, если ущерб оценивать по методу экономиста Дэниела Трейзмана. А залоговые аукционы на слуху просто у всех. И это в 13 раз выше, чем все выявленное имущество всех фигурантов, всех расследований ФБК за все годы, включая дворец Путина, особняк Медведева с домиком для уточки, помните? Дворец Шойгу, шубохранилище Якунина и все прочее. 2 статьи проекта — это основные материалы по этой теме в независимых медиа. На них многие ссылаются, в том числе и ФБК, ведя медийную кампанию в защиту Железняка и Леонтьева. Поэтому их надо разобрать подробно. Давайте это сделаем. Начнем с более поздней статьи 2020 года. Она описывает в целом ситуацию на банковском рынке того времени, что пришла Набиуллина с карт-бланшем от Путина чистить проблемные банки и, собственно, принялась это делать. Однако вопросы вызывала деятельность АСВ, Агентства по страхованию вкладов, которое совершало преступные действия во время санации банков. А именно брало большие взятки и откаты от руководства банков, которые шли на санацию. Были и другие нарушения. Деятельность АСВ, агентство, которое назначало временные администрации уже после того, как банк распотрошили владельцы, описано в целом разумно. Действительно, санируемыми банками довольно плохо управляли. Но банкиры, обанкротившие банки, изначально в статье выставлены просто ангелами. Они вообще планировали оппозицию финансировать, и потому их закрыли, а от действий ЦБ они пострадали и вынуждены были уехать за границу. Большинство банкиров, упомянутых в этой статье, активно занимались выводом денег из подконтрольных им банков до того, как туда приходила АСВ, через схемы, похожие на те, которые мы видели в Пробизнесбанке. То, что их банки потеряли лицензии и сменили собственников, было прямым следствием их действий. Государству надо было что-то делать, когда выяснилось, что активы на балансах банков на приличную часть рисованные и в реальности банку недоступны, а деньги уже выведены в компании, контролируемые собственником. А простым языком можно сказать — украдены. Такие зомби-банки с рисованной отчетностью надо было банкротить и закрывать, но тогда люди потеряли бы свои деньги, которые числились на счетах. Ну или пытаться спасти нужно было эти банки, присоединяя их к другим, или предоставляя средства из бюджета, чтобы покрыть дыру в активах и таким образом сохранить сбережения вкладчиков. Это как раз санация. И, конечно, необходимо было пытаться вернуть хотя бы часть украденных активов через суды. Поэтому вывод денег из банков и пенсионных фондов привел к большому количеству исков к бывшим акционерам, укравшим деньги. Часть из них была удовлетворена. Например, иск к Фетисову и Юрову в Лондоне по выводу активов из банка Траст. Часть продолжается. Иск к Минцу в Лондоне по выводу активов из компании О1, у которой заморожены средства. Нам важно не забывать, что банкиры, упомянутые в статье, это, как правило, не жертвы, а преступники. Они целенаправленно и незаконно выводили деньги вкладчиков и будущих пенсионеров из банков и пенсионных фондов в подконтрольные им компании. И никакие нарушения со стороны АСВ, которое пришло после них, не могут служить оправданием их действия. Могло ли государство лучше регулировать деятельность АСВ? Безусловно, могло, и в беспределе АСВ есть и их вина. Но имеет ли деятельность АСВ хоть какое-то отношение к деньгам, украденным из банков до их прихода? Не имеет. Оправдывает ли плохое поведение АСВ жуликов, укравших деньги из банков задолго до них? Никоим образом не оправдывает. Они преступники. Но в статье проекта об этом нет просто ни одного слова. Зато есть слова одного из банкиров, теперь мы знаем какого, Железняка, что, цитирую, ему, Путину то есть, все понятно про то, что банкиры могут поддерживать неугодных политиков. То, что происходит на финансовых рынках, его мало беспокоит. Важно, чтобы не финансировалась оппозиция. То есть финансирование оппозиции все дело, а не в том, что ты деньги украл. Прекрасно. Вторая статья проекта еще более проблемная.
Она целиком вся отмазывает руководство пробизнесбанка. Написано с его слов и пытается выставить ситуацию так, будто у честных бизнесменов, финансировавших оппозицию, отобрали бизнес. Ровно так делали остальные участники юридической защиты Железняка и Леонтьева и германоязычные медиа. Давайте взглянем на нее поподробнее, это важно. Статья проекта сообщает такие воспоминания Александра Железняка. Мы встретились в кафе «Вог» в Москве. Черкалин, полковник ФСБ Кирилл Черкалин, приехал на Range Rover с личным водителем в штатском и с Rolex на запястье. Помню, он за всех заплатил, что за этими ребятами обычно не водится. Согласно проекту, за обедом офицер предложил простую схему сотрудничества. В опорный для группы Life пробизнесбанк в статусе вице-президента командирует офицера ФСБ в отставке. Железняк назначает ему оклад в $120 тысяч в год, выделяет ему отдельный кабинет, машину, личного водителя и ассистента. Это было необходимым условием для более масштабной сделки – уступить крупную долю в группе Life коммерческой структуре, которая будет делить доходы от бизнеса с высокопоставленными сотрудниками ФСБ и Генпрокуратуры. Важный в этой истории факт. Проект уточняет, что встреча Черкалина и Железняка состоялась летом 2014 года. На этот момент, как мы уже знаем из описания схем кражи денег из банка, акционеры банка уже почти 3 года занимались выводом активов, и банк имел приличную дыру в сотни миллионов долларов. Это ставит под большое сомнение утверждение в статье проекта о желании ФСБ получить долю в группе Life, опорный банк, который имел приличную дыру в балансе. Зачем же нужна доля в такой структуре? Чтобы потом по долгам платить? Также оно, мягко говоря, ставит под сомнение выводы о том, что пострадавшим в историях с отзывом лицензии были именно банкиры. Даже если такие пострадавшие банкиры и были, это явно не случай Железняка, причастного к выводу средств из банка задолго до разговора с Черкалиным. Гораздо более правдоподобной выглядит версия о том, что Черкалин прекрасно знал о ситуации в пробизнесбанке и предлагал свои услуги по дальнейшему прикрытию имеющихся схем за взятки. Целью встречи Черкалина с Железняком, скорее всего, было предложение об оказании похожих услуг для пробизнесбанка, учитывая объективные имеющиеся аналогичные проблемы с выведенными активами. По сути, коррумпированные сотрудники ФСБ паразитировали на преступниках, выводивших активы из банков, позволяя им с помощью своего служебного положения уйти от ответственности. В статье прямо говорится, что Железняк принял предложение от Черкалина, пошел на сотрудничество и согласился с тем, чтобы сотрудник ФСБ стал вице-президентом банка. Начал вести с ним дела. Утверждается, что он отказался отдавать долю во всей группе Life. Эти две статьи проекта очень плохо пахнут, особенно вторая. Как может уважаемое издание с опытным главным редактором публиковать такие расследования, которые основаны просто на информации одного из действующих лиц, без какой-либо проверки его версии? Продавать читателю простую версию, что во всем виновата ФСБ, вместо того, чтобы реально разобраться в вопросе. Роман Баданин опубликовал в Твиттере реакцию на мои вопросы по этой теме. Там он пишет следующее. Железняк подал в суд на Владимира Гусинского, который ему был должен денег. И, по словам Баданина, суд выиграл. И вот тут-то Алексей Венедиктов и я начали атаку на Железняка, видимо, по его мнению, в интересах Гусинского. Венедиктов, потому что доля «Эхо» когда-то принадлежала Гусинскому, а я, потому что с Гусинским познакомился. Серьезно, так прямо пишет. И прикрепляет ссылку на статью проекта о том, как Гусинский заключил с Путиным нерушимое соглашение, чтобы производить в России отвратительные сериалы про ментов. Казалось бы, какое это имеет отношение к делу? Дальше Баданин говорит, что дело не только в Гусинском. И еще против Железняка злоумышляет НРСС Григорян, которому Железняк будто бы платил зарплату, а потом перестал. Вот тот и обиделся. Кац Григоряну поверил на слово, не спросив Железняка, как там в действительности было дело. А про суть дела Железняка, по мнению Баданина, писать глупо. Ну и вот такой финал. А Кац — ничтожество, на которое обещаю больше не потратить и секунды своего рабочего времени, написал Баданин. Я не знаю, как это комментировать. Но опять же хочу сказать, эти статьи очень проблемные и очень плохо пахнут. Других на эту тему в российских независимых медиа выходило немного. А оппозиционные политики вообще не помню, чтобы говорили об этой проблеме.
Поэтому у абсолютного большинства оппозиционной аудитории, кто не вовлечен в тему банков и финансов, нет никакого представления об этой крупнейшей в истории России афере. Давайте на секунду предположим, что Роман Баданин прав, что действительно ФСБ отобрали у честных банкиров банк, и они бедные жертвы. Предположим, что они действительно хорошо вели дела, у их банка не было никаких проблем, пока не пришло ФСБ. Они ничего не воровали и стали жертвами политических игр. Но возникает вопрос, откуда тогда деньги на счету в Лихтенштейне и почему президент банка не может объяснить их происхождение? Ведь если бы это были, например, полученные дивиденды, он бы легко так и сказал. И ни в Лихтенштейне, ни на Гибралтаре не столкнулся бы с проблемами при приеме этих денег, тем более с их заморозкой. Кроме того, каким образом оказалось, что клиенты банка не могут получить свои деньги? И если руководство банка говорит, что оно вывело их за границу, спасаясь от ФСБ и от преследования, то почему же оно сейчас не вернет людям их деньги, которые лежали на их счетах? Почему они вкладывают столько денег в лоббирование и в адвокатов, вместо того, чтобы просто рассчитаться по долгам? Тем более, что деньги найдены. Еще вопрос. Вот есть, например, Олег Тиньков. Он совершенно явно высказался против российского руководства и против войны, и у него отобрали банк. И тут ты видишь, что просто погибают дети, женщины, люди. Их просто убивают. Кто-то, а именно наша армия российская, а главное, непонятно почему. Что это происходит? Почему эти люди гибнут? Ты можешь умирать от рака, да. Но почему ты просто умираешь от бомбы? Потому что ты живешь в Украине. Ну что это за пиздец такой? Ну как это может быть в 21 веке? Но ведь в результате этого отбирания не пострадали клиенты. Никто не потерял лежащие на счету деньги. В банке не обнаружилось дыры. А потому что он не крал их оттуда. Или другой пример. Александр Лебедев и банк НРБ. Они, в отличие от пробизнесбанка, полгода прям явно заявляли о намерениях выпускать карту Навального, хотя в итоге тоже не выпустили. А еще Лебедев акционер «Новой газеты». Кроме того, в то время он вообще вытворял невероятные пируэты. Например, будучи миноритарным акционером Аэрофлота, назначил туда в совет директоров Алексея Навального. Навальный из совета директоров некоторое время искал там коррупцию, писал об этом в своей ЖЖ. Банк Лебедева в итоге развалили, но почему-то у него тоже не возникло никаких долгов перед клиентами и вкладчиками. А знаете, почему их не возникло ни у него, ни у Тинькова? А потому что они не воровали из своих банков деньги. Вот что об этом рассказывает сам Лебедев. Давайте послушаем. А кроме того, мне нужен банк из таких, знаете, эстетских соображений, что я единственный банкир в России из 1500 владельцев банка, которые все разворовали свои банки и уехали в Лондон и в Монако. А я, когда мне устроили кризис покруче натурального, значит, выплатил деньги клиентам. Я, конечно, расстроился тогда, когда в 2013 году я свой бизнес потерял. Я подумал, зачем я поссорился с этими чекистами, кому я что пытаюсь объяснить, эти чекисты плоть от плоти ФСБ. Ну, вот ФСБ их арестовало. Расскажите про чекистов, что было? Что пришли, что сказали? Ну, они напрямую со мной не разговаривали, хотя я всех знаю, этих арестованных. Они пытались убедить меня уехать за границу. Компанию. Ну, Фролов. Угу. Там еще и Мирошников, который отъехал сейчас в Израиль, первый зам АСВ. Он как бы в этой команде был. Он там самый умный. Об этом писали СМИ? Писали. А какова его роль была? Ну, придумать все это, организовать. АСВ же все-таки, ну, дочищал там то, что не украдено было владельцами. Мало того, Лебедев и про руководство пробизнесбанка тоже высказался. Сначала он начинает про другого банкстера, Сергея Пугачева, у которого такая же юридическая стратегия, а потом говорит уже прямо про наших Железняка и Леонтьева. Вы знаете, что Пугачев тоже с таким же тезисом выступает про Мирошникова и чекистов? Знаю, но это вранье. Значит, я его видел, весной он меня поймал в Париже. Долго пытался меня убедить, что он жертва. И дальше сказал, что Мирошников приезжал к нему на яхту и говорит: давай ты нам 300 миллионов заплати, мы от тебя отъедем. Мы снимем аресты, там на $1 миллиард, у него все арестовано. Но я не верю в это. Он пытался заинтересовать французскую полицию. Это в рамках защиты
Ну, мошенники, например, про Бизнесбанк, они то же самое же говорят, что Да. вот эти чекисты. Слушайте, давайте зрить в корень. Сколько денег пропало в пробизнесбанке? Ну, миллиарды долларов. Ну да, миллиард долларов, там, или 500 миллионов долларов. Куда они делись? Их унесли собственники, уехали за границу, а теперь они пользуются, значит, вот этой тут неразберихой и говорят, это чекисты. Чекисты как раз помогали ему красть. К изданию «Проект», как и к ФБК, у меня очень большие вопросы есть. Хочу ответить на один аргумент, который слышал несколько раз в контексте этой дискуссии. Что, мол, эти люди, Железняк и Леонтьев, далеко не самые ужасные люди, которые сейчас есть в России. И вполне можно перевербовать их на свою сторону и даже оказывать им какие-то услуги в обмен на деньги, которые идут типа на борьбу с Путиным. Ну, то есть, что такого плохого в том, что оппозиционная организация так зарабатывает? Плохого тут много. Главная тут проблема, что это преступники, настоящие преступники. Это понятие у нас в оппозиционном сообществе девальвировалось. Потому что мы не доверяем нашей судебной системе. По ее мнению, и я преступник. Поэтому, это значит, что все преступления вовсе не считаются. Именно так говорит Владимир Ашурков, когда объясняет, почему у них нет вопросов к Железняку. К обвинениям российского государства мы относимся с определенным скепсисом. Практически каждый из нас какой-то фигурант уголовного дела в Российской Федерации. Для нас это не является препятствием для сотрудничества с Сашей Железняком. Мы ему доверяем определенную техническую работу. Но проблема в том, что настоящие преступления очень даже существуют, и воровство денег как раз одно из таких. Люди, ворующие чужие деньги, это плохие люди. С ними нельзя сотрудничать. Нельзя их отмазывать от ответственности за воровство. И тем более нельзя помогать им сохранить награбленное. И жить на ворованное тоже плохо. Ну вот представьте, это группа вкладчиков банка, которые до сих пор судятся. Это ж ведь их деньги. Их деньги Леонтьев дает вам каждый месяц. Он их себе забрал незаконно. Многие сравнивают эту ситуацию с историей, когда выяснилось, что Леонид Волков написал вот это вот письмо в защиту банкиров Фридмана и Авина. Он просил Еврокомиссию снять с них санкции и объяснял, почему это было бы хорошо и правильно. Мне предъявляют, что в той ситуации я не выступал активно против ФБК, а в этой выступаю. Но в ситуациях есть большая разница. У этих ситуаций общее только слово «банк». Фридман и Авин не воры, они банкиры, богатые люди. Они, конечно, сильно интегрированы в российскую экономическую систему. У них могут быть какие-то там не такие, как нам нравятся взгляды и как нам хотелось бы. Но никто из тех, кто принес свои деньги и положил в Альфа-банк, не столкнулся с их пропажей. С тем, что деньги он потерял, и они вдруг нашлись у руководства в Лихтенштейне. Дискуссия вокруг санкций, вокруг взглядов, вокруг богатых людей из российской системы – это вопрос политический. Политики могут с такими людьми разговаривать. С моей точки зрения, они не должны предоставлять таким людям услуг. Но если это делают, это не конец света. Совсем другое дело вор. Человек, взявший чужое. С таким сотрудничать нельзя. А уж тем более нельзя его включать в руководство своей организации и свидетельствовать в его пользу в суде. Это просто запредельно. Я хочу напомнить, как отреагировал Алексей Навальный на историю с отмыванием репутации Авина и Фридмана. Историю, как я уже говорил, и близко не такую проблемную, как эта. После той ситуации тогдашний глава ФБК Леонид Волков ушел в отставку. С поста президента на пост исполнительного директора, но неважно. И вот что по этому поводу писал Алексей. Написал, что ФБК не просто предлагает обществу следовать законам и правилам, но и себя не ставит выше этих правил, старается им следовать и подавать пример. Вот Леонид Волков, написал тогда Навальный, совершив ошибку, публично признал ее и подал в отставку с поста главы ФБК. Навальный выражал уверенность, что Волков оказал поддержку Авину и Фридману из лучших побуждений. И все же письмо Волкова, по словам Алексея, было политической ошибкой, содержало неверную информацию и оставило ощущение тайных переговоров, что возмутило многих сторонников. Навальный признавал свою ответственность как политического лидера и подтверждал, что ФБК продолжит работу в интересах граждан России.
Дальше Алексей сообщает о назначении главой Anti-Corruption Foundation Марии Певчих. И это было 1,5 года назад, в 2023. В целом он написал, что выявлена была проблемная ситуация и приняты меры. Рассказал как. Про Алексея Венедиктова, который вскрыл эту историю с письмом в Еврокомиссию в поддержку Фридмана и Авена, Навальный писал из тюрьмы, что Венедиктова ругал и продолжит ругать, у них было много разногласий, но в данном случае он благодарен ему за оказанную услугу. Навальный признавал, что по этому поводу случилась дискуссия и публично, и внутри ФБК. И что это было очень полезно. ФБК, Волкову и самому Навальному пришлось исправить ошибки и менять внутренние процедуры. Аудитория же получила представление, как Навальный и его структура будут себя вести, оказавшись во власти. Они будут действовать ответственно, прислушиваться к критике и делать выводы из совершенных ошибок. Это писал Алексей Навальный 28 августа 2023 года. Позже Леонид Волков опять отвечал на вопросы на эту тему на своем канале. Давайте разберем и этот ответ тоже. Может быть, тут есть что-то по существу. Еще пара единорогов задают тупые вопросы про историю про бизнес-банки. Я не в курсе истории про бизнес-банки, то есть теперь пришлось разобраться, но это, безусловно, не входит в мои обязанности, в зону моей ответственности и никого не должно волновать. Есть люди, которые судятся, пусть суды идут, пусть эти суды каким-то образом заканчиваются, пусть справедливые решения европейские суды принимают. Не понимаю, каким образом и почему это должно нас с вами волновать. Давай я объясню, почему это должно тебя, Леонид, волновать, а также и многих других людей. Потому что в руководство важной российской оппозиционной организации входит человек, который украл деньги клиентов банка, которым руководил. А другое, уже медийное руководство этой организации свидетельствует в судах, что дело против него политическое, когда это не так. Есть тут о чем поговорить, Леонид, по-моему. Что касается истории с картой 2012 года, тут есть вопрос, будет ли отозвано письмо Ашуркова, где утверждается, что история с пробизнесбанком якобы политическая. Ашурков никогда не утверждал, что это история политическая, он действительно написал о том, что было. Действительно, в 2012 году группа Life собиралась выпускать такую карточку, на них наехали, сделали ма-та-та, очень сильно погрозили, они очень сильно испугались. Но что было, то было. Эту историю помнит огромное количество людей. То, что сейчас там Кац пытается представить все какой-то коллективной галлюцинацией и придумкой, это реально, переписывание истории в прямом эфире. Нет, эта история действительно была, их действительно за это там наказали. Мы уже с вами подробно разобрали эту ситуацию и знаем, что если она и была, это была обычная коммерческая история, которую отклонило руководство банка по бизнес-соображениям. Никого ни за что не наказывали. И она ни на что не повлияла. И когда Ашурков пересказывает эти факты, он пересказывает факты. Никто не может запретить человеку свидетельствовать о фактах, свидетелем которых он был. В показаниях Ашуркова все описания фактов основываются на пересказе звонка ему от Владислава Солодкова. Большая часть его показаний – это его экспертное мнение, которое активно намекает или напрямую утверждает, что руководство пробизнесбанка стало жертвой политического преследования. Как мы знаем, факты, приведенные в пересказе телефонного звонка, оказались ложными, и никаких данных о том, что та история хоть как-то повлияла на отзыв у банка лицензии, нет. Но Леонид по-прежнему настаивает, что отзывать письмо из суда в Лихтенштейне не стоит. В этом же видео Леонид рассказывает дальше. Послушаем. Леониду задают еще вопрос по теме. ФБК – открытая организация без спецотдела, способна провести идеальный бэкграунд-чек. Вопрос, есть ли у вас протоколы на случай, если гипотетически окажется, что у КАЦа есть серьезные документы о Железняке? Не нужно ли нам бояться, что из-за корпоративной солидарности эта история будет замята? Отличный вопрос. Очень хороший. Что же там скажут в ответ-то? Давайте посмотрим. Мы действительно организация, которая не имеет, не знаю, внутренней спецслужбы, которая проводит полные бэкграунд-чеки и, не знаю, допрашивает людей с пристрастием. Это практически как цветочный ларек. Ну а что там? Кто там проверяет приходящих в ФБК людей, а? И вообще и не хотелось бы в такой организации работать. И
были всякие истории, как вы знаете, был Сируканов, еще была пара историй, то есть когда к нам подсылали каких-то завербованных людей или вербовали уже существующих сотрудников, борьба российского государства с нами не прекращается ни на секунду. Старая песня о главном. Может быть, Железняка в ФБК подослал Кремль? Тогда мне, наверное, спасибо нужно сказать, а не компромат выдумывать. Ну, давайте дальше слушать, только перемотаем немного до сути. В наши задачи не входит бэкграунд-чек волонтеров. Если человек приходит и говорит, я хочу помогать, сам, добровольно, бесплатно, и что-то делает, то пока он делает что-то хорошее, мы ему благодарны, и с благодарностью эту помощь принимаем. Начинает делать что-то плохое, расстаемся. Слушайте, речь же не о человеке, который листовки раздает или дежурит на улице около агитационной точки. Речь про, как говорит Леонид, волонтера, который занимает ключевую позицию в главной юридической структуре фонда. По должности он, по идее, должен иметь доступ к банковскому счету фонда, куда пришло в одном только 22 году пожертвований на $2,5 миллиона. Это не просто волонтер. Что же, такого человека тоже не нужно проверять, что ли? У наших волонтеров бывает самый разный бэкграунд. Дальше. ФБК не является банком, не является финансовой организацией. И у нас нет обязанности делать KYC и проверять деньги, которые к нам приходят, которые нам донатят. Это просто фундаментальная штука. Деньги донатят через банковскую систему. У банков есть обязанность делать KYC, проверять чистоту денег. И банки это делают. А мы это делать не должны и не будем, у нас нет таких возможностей. Если кто-то нам что-то донатит, это априори чистые деньги, не преступные, не отмытые, не какие-то плохие. Это деньги, которые прошли через европейскую или американскую банковскую систему. Вот это все-таки важная вещь, которую я хотел бы, наверное, еще раз в ясном виде обозначить. Ну, слушайте, никто и не говорит, что вы должны проверять все пожертвования. Понятно, что их может быть очень много. Но речь-то тут об одном конкретном жертвователе, Сергее Леонтьеве, про которого у вас спрашивал Financial Times, про которого статья вышла в этом самом Financial Times, где пол статьи рассказывается, что он воровал деньги из банка, которым руководил. И он вам дает $20 тысяч в месяц, по твоим же, Леонид, словам. Я не знаю, дает ли он их через банк, и, кстати, у вас там довольно много пожертвований криптой, которую через банковскую систему никак не проходит, в отличие от того, что ты говоришь. Но окей, допустим, вы не проверили. Ну, ошиблись, не доглядели, не проверили. Но после интервью Financial Times-то можно было проверить уже и Леонтьева, и Железняка? Или после моих твитов и документов, которые публиковал НРСС, можно было разобраться, кто это такие? Сейчас-то говорить, что вы их не проверяли, и поэтому не знаете, кто это, ну, совсем уж странно. Давайте еще фрагмент посмотрим. Вопрос от Максима Каца. Вау, лично. Ну, хорошо, Максим не угадается. Мне вот интересно, пишет Максим, получилось ли у Леонида разобраться, воровал ли Александр Железняк и Сергей Леонтьев деньги у клиентов Пробизнесбанка или нет? Если да, что по этому поводу собирается предпринять ФБК, где один из них руководство, другой крупный спонсор? Вот интересно тоже. Максим любит формулировать вопросы в стиле «давно ли вы перестали пить коньяк по утрам?» или там «почему вы бьете свою жену?». Ни один из них не является членом нашего руководства, ни один из ни Железняк, ни Леонтьев не является членом руководства ФБК. Как это? Как это не является? Вот же документ, вот на экране, показываю, где написано, что является. Так как же не является? Еще как является? Что это такое? И ни один из них не является крупным спонсором. Но это... Как это? Как не является крупным спонсором? Ты же сам в интервью Financial Times сказал, что $20 тысяч в месяц дает. Это что, не крупный спонсор? Это же прямая ложь. Вот прям прямая ложь. Сказанное здесь не соответствует публично известной информации. На мой вопрос ответ. Что это такое? Но это не важно. Важно то, что да, получилось разобраться, не воровал. Как это не воровал? Я уже даже не знаю, ну что на это просто сказать. Вот, ну, любой, кто посмотрел это наше видео, я даже не знаю, как это комментировать просто. Я все ждал какого-то еще заявления на этот счет от Марии Певчих, чтобы, привести его тут, и, как я хотел привести комментарии всех причастных людей, ответить на него что-то. Но Мария на эту тему не говорила после начала обсуждения всего этого дела в Твиттере вообще ничего.
Зато она разоблачила в Твиттере внучку Ельцина за то, что у нее какая-то, по ее мнению, неправильная татуировка на спине. Остров изображен, куда миллионеры ездят, а не Крым или Курск. Давайте теперь, когда мы все обсудили и во всем разобрались, взглянем на общую картину еще раз. Что происходит у нас во всей этой истории после кражи денег клиентов Пробизнесбанк? У нас происходит отмывание денег и отмывание репутации воров. Чтобы понять, насколько это плохо, давайте посмотрим, что это вообще за процессы такие, разберемся в этом. Отмывание денег включает 3 основных стадии – размещение, расслоение и интеграцию. Первый этап – размещение. После того, как ты где-то украл деньги, причем любым способом, хоть физически вынес из банка сейф с наличными, хоть коррупционные деньги получил, хоть как Железняк с Леонтьевым сделал схему с липовым кредитом, гарантировал его чужими деньгами, и вот. Тебе надо как-то ввести украденное в мировую финансовую систему. Грубо говоря, положить деньги в банк. Пачки наличных надо вывалить в кассу банка, и чтобы их записали на счет. Ну, либо липовый кредит надо куда-то прислать, чтобы его там банк на счет принял и зачислил. То есть у вас есть грязные деньги, только что украденные, и их вам надо куда-то положить. Эта стадия называется размещение. В схеме с ДМБЛ, например, точкой входа грязных денег в систему была та самая Верменда. ДМБЛ давал ей кредит, но куда его получить? В какой банк прийти и сказать: «Здравствуйте, я не очень богатая тетя из Подмосковья, у меня есть офшор с 2 сотрудниками. И вот мне дали кредит на 223 миллиона долларов. Примите его на счет, пожалуйста». Для получения денег компании «Пустышки» открывали счета в латвийских банках, таких как Траста Коммерцбанка и Балтикумсбанка. Именно туда пришли кредиты, выданные Верменде ДМБЛом. Латвийские банки того времени – это вообще отдельная история. Они предоставляли уникальный сервис, позволяющий преступникам занести деньги с непонятным происхождением в систему. Все 3 латвийских банка, которыми пользовалась Верменда, засветились в широко известных схемах по отмыванию денег, функционировавших примерно в те годы, таких как Russian Laundromat. Также некоторые компании и схемы, и сама Верменда, открывали счет в самом Пробизнесбанке в России. Выбор банков был не случайен. Если прийти в нормальный, хорошо регулируемый банк и сказать, например, что я Мария Левина, и у меня есть пара десятков тысяч долларов на счету в Сбере, небольшая квартира в собственности, но мне нужно открыть банковский счет для моей недавно основанной кипрской компании, чтобы туда получить кредитов на 223 миллиона долларов от малоизвестного британского брокера. Ну, услышав такую историю, клиенту-то счет не откроют. Для открытия счета в приличном банке нужно показать источники доходов, суметь объяснить, почему деньги, приходящие на счет, легальны, объяснить экономический смысл операций, которые на этом счету проводятся. А если ты пришел в латвийский банк того времени, вопросов лишних не задают. Грузи, что есть, только плати комиссии. И вот, ты украл деньги, нашел банк, который таки согласился зачислить их тебе на счет. Но это только первый этап. Ведь если ты оставишь эти деньги там и попытаешься просто на них жить, то у тебя будут проблемы с переводами и платежами. Крупные платежи могут не принимать, но главное, рано или поздно тебя поймают и деньги конфискуют. Или сам банк проведет проверку, или регулятор, или у тебя начнутся проблемы, и тут сразу же за одну операцию видно, где украденное. Это примерно то же самое, что пытаться хранить дома украденные из банка пачки наличных и тратить их на жизнь и крупные покупки. Так для сложных жуликов не годится, а наши жулики сложные. Поэтому идет следующая стадия отмывания денег – расслоение. Надо всех запутать и все замаскировать. На этой стадии деньги проходят через сложные транзакции, чтобы скрыть их происхождение. Это может включать перевод средств между разными счетами, а также взятие и выплату кредитов. Мы обнаружили десятки компаний, участвовавших в схеме с деньгами, выведенными из Пробизнесбанка, с регулярными переводами денег из них друг другу. В сумме только через счета Верменды, только в одном из банков, в Траста Коммерцбанка, прошло примерно 1,7 миллиарда долларов. Операции не имеют никакого экономического смысла. Деньги просто перекидывают туда-сюда. Выдал кредит, отдал кредит.
Туда закинул, сюда закинул. Все перемешал. Иногда можно и чуть-чуть себе вынуть. Или американскому лоббисту, если уж совсем не терпится. Но это ошибки наших пусть продвинутых, но все же не идеальных жуликов. Цель этого всего – выдать отмытые и выглядящие уже чистыми деньги, прошедшие через много операций, куда-то в респектабельное место. И тут начинается третья стадия отмывания денег – интеграция. Отмытые деньги попадают на счета компаний в серьезных банках. В нашей схеме такой компанией для Леонтьева была фирма Wonderworks, имевшая счет в банке Morgan Stanley в Лондоне. Туда в итоге пришло более сотни миллионов долларов из разных фирм-пустышек, участвовавших в схеме, и оттуда Леонтьев их был вынужден перевести в Лихтенштейн, после того, как Morgan Stanley решил разорвать с ним отношения и счет закрыть, видимо, почуяв неладное. Перевести сразу деньги, украденные из пробизнесбанка, на счет компании Леонтьева сразу в Morgan Stanley было невозможным. Morgan Stanley – серьезное финансовое учреждение с хорошими системами внутреннего контроля. Банк бы запросил информацию о происхождении таких значительных средств. А вот проведя украденную сумму через сеть пустышек, обменивающихся небольшими или большими платежами, не вызывающими подозрения, вполне возможно ввести их в Morgan Stanley. Именно это мы видим из распечаток транзакций компаний-офшоров, участвовавших в отмывании денег для Леонтьева. Надо не забывать, что отмывание денег – это серьезное преступление. При этом это преступление само по себе отдельное от кражи денег в банке, ну или вывода активов, как сказали бы специалисты. Пытаться скрыть происхождение средств с помощью проводок между разными компаниями-пустышками незаконно. У этого преступления есть прямые жертвы – люди, чьи деньги были украдены, и непрямые. Финансовая система, доверие к банкам, наконец, обычные люди, где государство вынуждено компенсировать потери от воровства за счет выдачи денег, которые могли бы быть потрачены на что-то более полезное. Поэтому в развитых странах отмывание денег наказывается очень серьезно. Если кто-то выведет активы из банка в Соединенных Штатах и попытается отмыть деньги, он столкнется с жесткими правовыми мерами, включающими длительное тюремное заключение, крупные штрафы, конфискацию активов, а также, если заключение удастся избежать или выйти когда-нибудь из тюрьмы, репутационных потерь, которые могут иметь долговременные последствия для жизни и карьеры преступника. Как мы видим, отношение к средствам, выведенным и украденным из развивающихся стран, в Европе и в США более лояльное. Во-первых, это не их деньги украли и отмыли, а каких-то непонятных вкладчиков в третьих странах. К ним симпатии в среднем меньше. А во-вторых, потому что есть разнообразные, много раз опробованные стратегии представлять в судах банальное дело об отмывании украденных денег как политическое. Этим занимался Андрей Бородин из Банка Москвы. Он был первым. После него были еще многие банкиры. Из нероссийских, в частности, Мухтар Аблязов, который вывел миллиарды долларов из казахстанского BTA Bank и долгие годы борется с арестом и конфискацией средств, представляя себя как жертву политических игр. Однако представлять дело политическим там, где разговор идет про открыто украденные и выведенные средства, это непосредственно способствовать и участвовать в отмывании денег. И да, этим занимается менеджмент ФБК. Более того, он является непосредственным бенефициаром процесса. Во-первых, ФБК берет деньги у людей, отмывших ворованные средства через сеть офшоров, те самые донаты Леонтьева. Во-вторых, как мы видим, он получал перевод от Grid Market, непосредственно участвовавший в схеме по отмыванию денег из Верменды. В-третьих, включает в руководство своей организации людей, которые участвовали и были бенефициарами схемы кражи денег из банка и последующего отмывания украденных денег. Мы разобрались, что такое отмывание денег и как оно работало в нашем случае. Теперь давайте разберемся, что такое отмывание репутации. Его мы тоже видели достаточно в этой истории. Отмывание репутации – это процесс, при котором люди с криминальным бэкграундом, вроде наших банкстеров, пытаются создать себе положительную репутацию после того, как у них получилось вывести деньги и отмыть их через сеть офшоров. Зачем они этим занимаются? Дело вовсе не в том, что жуликам внезапно становится стыдно, они раскаиваются и начинают хотеть, чтобы их все стали считать хорошими и честными людьми. Нет.
Как правило, за репутационной отмывкой стоят вполне материальные и рациональные причины. Жулики, с одной стороны, имеют имущество, полученное незаконным образом, а с другой не могут им полностью воспользоваться в тех странах, где живут. За ними бегают обманутые вкладчики, к ним постоянно возникают вопросы у банков о происхождении средств, часть счетов могут быть заморожены по искам. Улучшение репутации имеет прямой материальный эффект на их благосостояние. Тратить деньги на такие услуги становится выгодной инвестицией. Например, как мы видим на примерах многочисленных банкстеров из стран СНГ, репутация может помочь выигрывать суды о замороженных активах или о депортации, представив уголовные дела о реальном мошенничестве как якобы преследование по политическим мотивам. Чтобы аргументы выглядели реалистичными в суде, нужно как-то создать признаки политической деятельности жулья, раньше политикой особо не интересовавшимся, ну уж тем более оппозиционной. А для этого нужно то самое отмывание репутации, интенсивная работа со СМИ, разными некоммерческими организациями и политиками. Первый способ отмыть репутацию – управление информацией в СМИ, когда жулики стремятся подавить упоминания о них в негативном ключе или, наоборот, заказать положительные статьи, создавая себе искусственно позитивный имидж. Сами жулики обычно не могут улучшить свою репутацию, для этого у них в новой стране нет связей и социального капитала. Зато у них есть деньги. Спрос рождает предложение. Для оказания таких услуг жуликам существуют специализированные компании. Как правило, это пиар-фирмы или юристы, работающие с богатыми клиентами. В нашем случае эту роль выполнял юрист Джонатан Райк, юрист-консульт леонтьевской компании Grid Market Research. Он выступает в самых разных местах, от подкастов про внешнюю политику до профильных юридических журналов, и везде рассказывает одну и ту же историю. Нехорошее российское государство преследует оппозиционных банкиров, которые помогали Навальному. У них отобрали банк, выставили их виноватыми, а теперь еще и судятся в иностранных судах. На страницах юридического журнала Райк вообще представляется чуть ли не главным оппозиционером, эдаким американским борцом с Путиным. Ну, посмотрите. После выхода той самой статьи в ФТ про Леонтьева именно Джонатан Райк написал туда письмо под видом простого читателя из Нью-Йорка, где обвинил газету в попытке создать интригу в духе Достоевского, вспомнил дело Магнитского и призвал читателей задуматься, не является ли фантастическая история Петра, который, как мы теперь знаем, рассказал всю правду о том, что происходило в банке, очередным российским обманом и не является ли ФТ его жертвой. Читателям газеты никто не сообщил, что Райк работает в компании, принадлежащей Леонтьеву. Самый популярный метод – сотрудничество с известными личностями или организациями с изначально очень хорошей репутацией. Жулики, замешанные в выводе активов или отмывании денег, могут внезапно начать участвовать в НКО и дружить с известными общественными деятелями, чтобы создалось впечатление, что вот они, те самые политэмигранты, которые придерживаются высоких стандартов этики. Есть очень много фотографий Железняка и Леонтьева с разными представителями российских общественных организаций в США. Хорошо, ребят, наверное, сегодня у нас гость, которого не стоит представлять, все прекрасно знают, кого мы сегодня ждали. В основном это фотографии с людьми из Free Russia Foundation и Russian America for Democracy in Russia, который был создан бывшими сотрудниками Free Russia. Они там буквально на протяжении 3 лет фотографируются на акциях с руководством, организуют совместные формальные и неформальные встречи в кафе и ресторанах, называют себя командой, участвуют даже в поддержке некоторых проектов, ходят вместе в Конгресс и в Госдеп. Я спросил у руководства Free Russia комментарий про сотрудничество с Железняком, но ответа не получил. Но понятно, что просто фотографии или даже пожертвования – этого мало. Может, сотрудничества-то с ними никакого и не было. Ну, мало ли кто пришел фотографироваться. Единственный случай сотрудничества, который мы нашли, это поддержка Железняком инкубатора гражданских инициатив. Ну, может быть, в остальном они просто приходили, как рядовые активисты. Никто ведь не обязан проверять, кто пришел на акцию и захотел с тобой сфотографироваться. НКО не должны проверять, и кто им пожертвовал средства в обычной ситуации. В нашей истории понятно, как наши банкстеры решили отмывать репутацию. Краеугольный камень их стратегии – это сотрудничество с ФБК. Они не просто фотографировались с ними и жертвовали им деньги, но и
как-то добились написания в их пользу писем от руководства ФБК, а потом вообще вхождения в руководство этой организации, обладающей отличной международной репутацией и представляющей сидящего в тюрьме лидера российской оппозиции. Конечно, после этого им немедленно открылись все двери. И американские конгрессмены пишут в их поддержку письма, и бывший судья Конституционного суда Лихтенштейна соглашается стать их адвокатом. А кто же не согласится? Платят они много и находятся в руководстве главной российской оппозиционной структуры. Причем глава этой структуры говорит, что доверяет им на страницах авторитетного Financial Times. А исполнительный директор структуры пишет в показаниях под присягой, что сам Алексей Навальный с ними сотрудничал еще когда они жили в России. Ну кто же заподозрит тут подвох? В схеме отмывания репутации это просто жемчужина в короне. После этого любой суд признает дело политическим и не будет ничего рассматривать по существу. Что и происходит, и все украденные деньги можно спокойно использовать. Что очень важно, отмывание репутации обычно тесно связано с отмыванием денег. Как правило, оно используется на конечной стадии, когда сначала незаконно украденные, например, через вывод активов из банка, а в дальнейшем незаконно отмытые через сеть офшоров средства оказываются на банковском счете, за который идет суд с законными владельцами. Нужно как-то показать, что вы не жулик, укравший и отмывший деньги, а честный человек и жертва преследования с историей борьбы с режимом. Это ключевой аспект легализации незаконно полученных средств и важное звено в существующих схемах по отмыванию денег. Мы запросили комментарии у всех, о ком мы говорили в этом ролике и кто не реагировал на вопросы публично. Владимир Ашурков, адвокаты Райк и Ламперт, конгрессмен Коэн, Александр Железняк и Сергей Леонтьев не ответили на наши запросы. Что я хочу сказать по поводу этого всего? Это все просто ужасно. Я готовил это видео месяц, и каждый день я узнавал новые факты, от которых мне было прям физически противно. Я уходил спать, ощущая, что принял душ из дерьма. Потом просыпался и погружался в эту бездну опять. Главная оппозиционная организация, которой доверяют множество людей, которая стоит на авторитете Алексея Навального, жизнь свою положившего на борьбу с жуликами, буквально жизнь. Он прям умер в тюрьме за это. Эта организация в момент, как только он становится недоступен, буквально сразу включает в руководство варьё, укравшее миллиард. Она сразу перестает выпускать финансовые отчеты. Реально, последний вышел в 2021 году. Сосредотачивает свою публичную деятельность на создании и лоббировании санкционных списков, отказывается формировать какие-либо политические союзы с кем-то из оппозиции и ищет предателей и недостаточно раскаявшихся. Они публично в это время принимают деньги от банкстеров и помогают им отмывать репутацию и освобождать отмытое. До какого уровня цинизма надо дойти, чтобы поехать свидетельствовать фактически от имени Навального в Лихтенштейнский суд, что украденные у россиян деньги надо оставить вору, а не отдать назад их владельцам? Какими надо быть ебаными циниками, чтобы на канале Алексея Навального сидеть и обличать то Венедиктова, то Ходорковского, а потом сидеть там же и отмазывать Железняка и Леонтьева? Кем надо вообще быть, чтобы, занимаясь отмыванием репутации самым омерзительным жуликом, публично вести себя так, будто вы являетесь моральными камертонами всего российского народа? Будто можете определять, кто как должен раскаиваться, насколько деятельно, накидывать на людей обвинения в работе на разведку. И делать все это, имея единственный политический капитал – репутацию Алексея Навального, репутацию, добытую им ценой его жизни. Это просто запредельный цинизм. Я просто в шоке после всего этого. Сказать мне больше нечего.